Потому что в ее мире люди получают магические благословения в возрасте 5 лет. Благословения ранжируются по количеству звезд, и 5 звезд – это самый высокий и желанный ранг в их обществе. Она получила благословение на приручение монстров, но с нулевым рангом совершенно бесполезным, потому что она не могла приручить даже маленьких безобидных животных. В деревне, где она выросла, ее не приняли. Любовь родителей превратилась в ненависть. Ей пришлось бежать из родного города, спасаясь от охотников, нанятых ее деревней. Она сменила имя на Айви, чтобы начать новую жизнь. Она обрезала волосы, чтобы выглядеть как мальчик и не привлекать внимания охотников. Она не сдалась, потому что в ней есть что-то особенное. Она переродилась в девочку, которой сейчас является, и голос из прошлого дает ей советы, как жить и кем быть. В конце концов она встречает крошечного слизня по имени Сора, и теперь самый слабый дуэт отправляется в столицу, где, как ей сказали, она найдет цель, которой ей не хватало. Это трогательная история о том, как самый слабый укротитель отправился в путь, чтобы собирать мусор. Давайте начнем и посмотрим, как разворачивается история. Мы видим, как Айви бежит в лес. Она ставит горшки и сковородки на деревья, чтобы они звенели, когда кто-то проходит мимо. Она достает из тайника несколько сумок и с удивлением смотрит, как они исчезают в одной из них. Она навьючивает на себя все сумки и кладет туда разные вещи. Выходя со всем этим добром, она говорит себе, что давно отказалась от счастья, потому что была нежеланным ребенком, которого бросили родители. Она пытается проверить остроту лезвия, но падает и катится назад. Если бы у нее были какие-нибудь полезные навыки, например, бег или прятки, то, конечно, ничего бы этого с ней не случилось. Она задается вопросом, не сделала ли она что-то в прошлой жизни, что так сильно испортило ей эту. Она скатывается с холма и находит свалку. Она дергает за ручку сумки, и ее чуть не пронзают несколько выброшенных копий. В сумке она находит новую куртку и коврик, которые могут облегчить ей путь. Но даже несмотря на позитивный настрой, у нее возникают навязчивые мысли, напоминающие ей, что она всего лишь нежеланный ребенок, живущий на помойке как бродяга. Айви видит мужчину, который приручает монстров. Он свистит, чтобы призвать слизней, которые питаются мусором, и наблюдая, как они растапливают мусор, она думает, что в прошлой жизни, возможно, считала монстров милыми. Она убегает, чтобы спрятаться, когда мужчина подходит к задней части мусорного контейнера. Она в ужасе смотрит, как мужчина говорит, что за голову этой девочки назначена награда, и глава ее деревни хочет, чтобы она вернулась живой или мертвой. Она бежит дальше, не зная покоя, и когда она пересекает болото, налетает сильный порыв ветра, и вокруг нее прыгают десятки слизней. Она убегает от них, они гонятся за ней. Она добегает до леса и падает, споткнувшись о корень, а перед ней появляются еще слизни. Она падает с обрыва, но ветки большого дерева смягчают ее падение. Она исцеляет себя с помощью зелий, надеясь, что погоня закончилась. Затем она добирается до красивого ручья и ныряет в воду. После этого она отрезает волосы и переодевается в мужскую одежду, чтобы ее не узнали. Она смотрит на воду, готовая начать новую жизнь. Она замечает маленького слизня на листе, который кажется ей милым. Потом, когда она просматривает свой справочник по монстрам, оказывается, что это очень редкий вид, известный как самый слабый слизень, который может исчезнуть от сильного порыва ветра или даже от малейшего прикосновения. Она не может не радоваться, потому что этот слизень такой же слабый и бесполезный, как и она. Наконец-то она нашла того, с кем можно поговорить. Подул легкий ветерок, и маленький слизень улетел. Айви снова посмотрела в справочник и узнала, что слизень может исчезнуть от сильного порыва ветра или даже от легкого прикосновения. Она подняла слизня обеими руками и узнала из книги, что он, скорее всего, умрет в течение дня. Слизень очень расстроился. Потом ветер сдул травинку, которая упала на слабого, бесполезного слизня, и Айви побежала за ним, едва успев поймать его, прежде чем он упал в воду. Она проводила со слизнем столько времени, сколько могла, пока он не исчез. Она разговаривала с ним, рассказывая о том, что боги несправедливы. В этом мире, который называется Ардагас, все люди получают навыки, когда им исполняется 5 лет. У ее отца 2 навыка в столярном деле, у матери 2 навыка в рукоделии и 1 навык в починке одежды. Но никто не знает, какие навыки они получат и сколько звезд будет у их навыков. В 5 лет Айви получила навык приручения, который позволяет ей приручать монстров и подчинять их себе. Но, к сожалению, она родилась без звезд, то есть не может приручить ни одного монстра. Она стала бесполезной, отверженной обществом и своей семьей. Они перестали давать ей еду и дом, где она могла бы спать. Она осталась совсем одна.
Судя по всему, она человек, который переродился в этом мире из другого. Но большинство воспоминаний о прошлой жизни туманны и не очень полезны. Они часто шепчут ей что-то, чего она не понимает, например, пословицы. Единственный человек, который был добр к Айви, это гадалка. Она дала Айви книги, которые научили ее многому, и даже волшебную сумку, в которой можно хранить много вещей. Но, к сожалению, недавно гадалка умерла, и Айви осталась совсем одна. Все в деревне пытаются найти и убить ее, хотя она ничего плохого не сделала. Неужели быть без звезд это так плохо? Неужели за это ее должны ненавидеть? Неужели мир отвергает само существование Айви? Она смотрит на слизь и говорит, что она исчезнет через день. Мир так несправедлив. На следующее утро она просыпается и ищет эту слизь, которая была единственным, что у нее было, и расстраивается, что она исчезла. Хотя она думала, что привыкла быть одна, она не смогла сдержать слез. Она начинает рыться в своих вещах, вспоминая, что гадалка сказала ей идти в королевскую столицу. Затем, посмотрев на карту, она с облегчением видит, что слизь все еще жива. Из своего справочника она узнает, что чтобы приручить монстра, нужно сначала поделиться с ним своей магической энергией. Если монстр примет ее, он начнет светиться, и в этот момент ему нужно дать имя. Она сомневается, что сможет это сделать, ведь у нее нет звезд. Затем она наделяет слизь магией и дает ей имя Сора, что означает «небо», в честь голубого неба над ней. Когда она дает имя, она радуется, что теперь у нее есть маленький друг, и называет себя Айви, в честь растения, которое растет даже когда его топчут. На следующий день в маленькую ловушку попадает мышь. Это уже 10-я мышь, которую поймала Айви. Она рада, что сегодня на ужин у нее будут полевые мыши. Она заворачивает мышей в листья и кладет в сумку. Она смотрит на карту, где находится ее родной город Латами, и отмечает, что королевская столица находится дальше, слева от карты. Поэтому она хочет остановиться в городе Тола, прежде чем карта закончится. Ей нужно снова поймать Сору, пока его не унесло ветром. Вдруг она слышит шорох и решает залезть на дерево, чтобы спрятаться. К своему ужасу она видит огромное стадо муравьев, но они ее не замечают. Когда они уходят, она поднимает Сору, чтобы посмотреть, не вырос ли он, и, заметив, что у нее на щеке царапина, залечивает ее с помощью зелья. Но не может не думать о том, что ей нужно больше зелий, и гадает, куда делись остальные. Она идет дальше и видит плакат с ее изображением, на котором написано, что ее разыскивают. Она видит, что награда за ее поимку составляет 500 дао, что для них очень много. Она не понимает, почему за нее столько дают, и тут ее прошлое я шепчет, что это потому, что она в розыске, и Айви это совсем не нравится. Потому что звучит так, будто она злодейка. Она срывает второй плакат с ее изображением, и ее злит, что на нем она изображена уродливой, поэтому она рвет его. Но увидев свое красивое изображение, она говорит: «Да, это я. Наверное, это я». Но Сора, кажется, не согласен. Наконец они приходят в следующий город, и Айви немного завидует местным жителям, которые каждый день пользуются магией. Она видит мясную лавку и думает, не продать ли ей полевых мышей за деньги. Она нервничает и собирается уйти, но мясник подходит к ней, потому что чувствует запах мышей благодаря своему навыку запах 2-го уровня. Он просит Айви показать ему мышей, и его радует, что они свежие. Он покупает их за 100 дао, объясняя, что в последнее время ему приносят более крупную дичь. Поэтому он с радостью купит у Айви мясо поменьше. У Айви в кармане полно денег, и она, увидев хлебную лавку, немного проголодалась, но не решилась зайти. Но потом она вернулась. Хозяин лавки спросил, что она хочет купить. Айви спросила, что она может купить на 100 дао, ведь раньше она никогда не пользовалась деньгами. Тогда хозяин объяснил, что на 100 дао Айви может купить целую полку хлеба. Она решила купить пару вещей и с удовольствием ушла с вкусными угощениями. Вечером она сидела на дереве и с нетерпением ждала, когда сможет поесть. Потом она отдала половину Соре. Наслаждаясь едой, она поняла, что Сора не может есть хлеб, но не знала, что ему нравится. На следующий день она с радостью обнаружила кучу мусора. Там были корзины с зельями, но они все просроченные и обесцвеченные. Но когда она поставила их на землю, Сора нашел им применение, поглощая содержимое бутылок с зельями. Айви удивилась, потому что поглощать неорганические вещества могут только редкие слизи высокого уровня. Она решила проверить это на другом мусоре, но оказалось, что Сору интересуют только бутылки с зельями, но не с красными, а только с синими. Они продолжали жить в деревне, а Айви приносила мясную мелочь мяснику, чтобы заработать денег, и покупала больше хлеба, чем купалась в реке каждый день. Когда они поели, Айви захотелось остаться в деревне навсегда. Здесь к ней хорошо относятся, в отличие от воспоминания об отце, который выбросил ее как мусор, и она стала еще более милой. На следующий день она идет в деревню и, увидев там искателей приключений, вспоминает мужчину, который охотился за ней ради награды, и убегает. Она пробегает мимо мясника, который хочет купить немного мяса, но пугается, увидев свое объявление о розыске на прилавке магазина. Затем она бежит в пекарню, где продавец
Продавщица испекла ее любимый хлеб, чтобы угостить ее. Однако Айви снова убегает, почувствовав себя еще хуже, когда увидела второе объявление. Она плачет ночью, потому что знает, что должна покинуть деревню, где к ней так хорошо относились, и обнимает Сору, которая составляет ей компанию, пока она спит. На следующий день, когда она выходит из дома, она оказывается на перекрестке, не зная, куда идти. Она решает перекусить, потому что слишком боится покупать еду в городе. Она с радостью подходит к дереву с золотыми яблоками, но теперь не так рада видеть, что это чудовище, которое питается искателями приключений. Айви пытается убежать, но получает сильный удар по запястью. Затем, когда Айви лежит на земле, готовая потерять сознание от боли, Сора начинает светиться, и Айви не может не думать, что это правда, что слизни тоже едят людей. Мы видим, как мужчина вырезает что-то из дерева. Он слышит детский плач и бежит наверх к акушерке, которая держит на руках их здоровую маленькую девочку. Жена мужчины, Фульфей, спрашивает, как ее назвать. Он отвечает, что у Ферии, их малышки, есть имя, и она смеется, чувствуя любовь матери, которая держит ее на руках. Через несколько лет Ферия выросла и стала доброй и замечательной девочкой. Она приносила отцу и старшему брату обед, пока они усердно работали для своей семьи. Все трое наслаждались вкусным обедом. Ферия чуть не подавилась, потому что ела слишком быстро, и отец наколдовал ей воды, чтобы она могла прочистить горло. Хотя брат и ругал ее, Ферия продолжала есть с аппетитом, говоря, что она растет, и отец смеялся. Его семья приносила ему столько радости. В тот вечер Ферия пришла домой к матери и старшей сестре Василисе, которая готовила ужин. Брат Ферии, Витон, дразнил ее, говоря, что ей лучше научиться пользоваться магией каждый день, но Ферия ответила, что она обязательно научится, а мама мягко напомнила ей, что каждый развивается в своем темпе, и даже без магии Ферия уже помогает, чем может. Василиса заметила, что мама говорила ей то же самое, когда ей было 4 года. Мама каждый день говорила ей, чтобы она поскорее научилась пользоваться магией, а мама отвечала: «Правда? А разве было не так? Родители, я права? Ужин готов, и вся семья может насладиться им». На первое было тушеное мясо. Отец с гордостью сказал, что поскольку у Василисы есть успокаивающий навык, еда стала еще вкуснее и помогает снять усталость. Семья наслаждалась мирным ужином. Вечером все продолжали работать. Отец говорит, что дом, который он строил, должен быть готов к концу месяца, но он не смог бы закончить его без своей любимой семьи, которая была благословлена в этом мире. Их сын Фитон сделал мебель, используя свои навыки, а мама помогла с подушками для мебели, используя свои навыки шитья. Их семья была благословлена талантом к домашнему хозяйству. Пока мама работала, у нее на глаза навернулись слезы, и она испугалась, что это из-за фасы. Оказывается, мама шила свадебное платье для дочери сапожника, и это заставило ее задуматься о том, что когда-нибудь Фаса и ее старшая сестра Фасилла тоже выйдут замуж. Фасилла хочет красивое платье, а отец говорит, что еще рано. Но нет, мама знает, что время летит быстрее, чем кажется. В конце концов, Фамии уже почти 5 лет, и она ждет подарков на день рождения. Но в этот день произойдет кое-что еще более важное – у нее появятся навыки. Отец говорит, что пока у человека есть навыки, он всегда найдет работу. Мама добавляет, что какие навыки и сколько звезд у человека, никто не знает, пока боги не дадут ему эти навыки. От вида навыков и количества звезд зависит, где ты будешь работать. Например, Гил, брат Фасы, с 3 звездами навыков очень востребован, в отличие от Василы, у которой всего 1 звезда, и она постоянно дразнит ее из-за этого. Мама спрашивает Фасию, какие навыки она хотела бы получить. С самого детства Фасия хотела быть укротительницей, дружить с драконами, грифонами и разными монстрами, и ее брат смеялся над ее нелепыми рассуждениями. Отец напомнил Мише, что боги даровали людям способности, чтобы они могли жить в этом мире. Фая надулась, потому что он сказал ей, что ей не стоит дружить с монстрами. Но он сделал ей лошадку, чтобы поднять ей настроение, используя свои навыки плотника. Семья слышит стук в дверь. Кто бы это мог быть в такой час? Оказывается, это хозяйка Люба, гадалка. Она пришла, потому что Ферии скоро исполнится 2 года, и она сможет использовать свой дар. Гадалка вспоминает, что Ферия начала говорить очень рано, с 2 лет, и иногда говорила странные вещи. Мать беспокоилась, что ее дочь может когда-нибудь научиться магии. Фая вдруг спросила: «Магия? В этом мире есть магия?» Люба подтвердила это. Гермесса обрадовалась и сказала, что переродилась в другом мире. Мать забеспокоилась, услышав странные слова дочери. Люба успокоила ее, сказав, что все будет хорошо. Ферия вырастет очень умной девочкой. Люба попросила мать ненадолго отойти. Она хотела поговорить с ней наедине. Она сказала Фае, что если люди узнают о ее прошлой жизни, то ей будет трудно.
Она должна никому об этом не рассказывать, даже своей матери. В настоящем Люба сказала семье, что у Ферии обязательно будет чудесный дар. Люба сомневается, что предсказание подскажет ей, каким навыком будет обладать Фая. Но поскольку у Любы всего один навык, она не может заглянуть так далеко в будущее. Затем Фетон насмехается над Любой, и отец отчитывает своего несносного сына. В конце концов, без предсказаний Люба не смогла бы узнать, когда они смогут собрать урожай Заро. Наконец настал день, когда Фае исполнилось 5 лет. Родители сидят рядом с ней, а деревенский священник говорит им, что сегодня они получат благословение от Бога. Благословение, которое подарит ей радость труда, счастье от того, что она живет, и божественную защиту истины. Верия подходит, чтобы прикоснуться к священной воде. Затем священник использует свою магию, чтобы получить божественное послание. Фая получает навык укротителя, способность подчинять себе монстров, что очень радует ее и родителей. Все идет так, как она хотела. Но эта мечта превратится в кошмар, когда священник с очень встревоженным видом прочтет послание. Вода забурлила, и это означало, что у девочки нет навыка укротителя. Родители запротестовали. Отец закричал, что это какая-то ошибка. Его дочь не может быть беззвездной укротительницей. Но священник заверил его, что это божественное послание, и ошибки просто невозможны, и что любые дальнейшие разговоры на эту тему – богохульство. Когда священник ушел, бормоча себе под нос, что эта девочка была отвергнута богами, Миша услышал шепот из прошлой жизни, говорящий, что это невероятно сложная видеоигра. Дома семья сидит в полном унынии. Отец с грохотом опускает на стол бутылку, из которой пьет не переставая. Мать говорит ему, что он выпил слишком много, но он не слушает ее, удивляясь, как такое могло произойти. У него и у его жены есть звезды. У их старшего сына и дочери тоже есть звезды. Почему у Фаи нет звезд? Фая пытается что-то спросить, но он кричит на нее, чтобы она замолчала, потому что звезды отвернулись от богов. Он действительно не понимает, как в его семье могли родиться звезды, и Фаа смотрит на него с недоверием. Перед ней больше нет того мужчины, который всегда был добрым и заботливым. Фея говорит ему, что он заходит слишком далеко и быстро встает. Он хватает деревянную лошадку, которую подарил Фаисии, и швыряет ее на пол, крича, какой смысл быть укротителем, если у нее нет звезд. Он спрашивает, действительно ли Фаа его дочь, и от этих жестоких слов Хафей падает на землю и плачет. Вера пытается утешить мать, но Фитон хватает ее и кричит, чтобы она не трогала его маму. Вера пытается попросить помощи у старшей сестры, но Фасила лишь злобно смотрит на нее. Ферия кричит, что брат ее обижает, и просит его остановиться. Он бросает ее на землю и кричит, чтобы она убиралась. Она смотрит на него, совершенно растерянная, а потом выбегает за дверь. Фермиша идет по деревне как безжизненный зомби, а жители деревни перешептываются о беззвездном ребенке, отвергнутом богами. Староста объявляет, что появление беззвездного ребенка – это ужасное предзнаменование беды. Он говорит жителям деревни, что они должны подготовиться к несчастьям и посвятить свои силы благу деревни. Пока Фаиша смотрела на них, другие дети в деревне бросали в нее камни, из-за чего она поранилась. Она убежала, но столкнулась с другими жителями деревни, которые смотрели на нее с ненавистью. Она бежала всю ночь через лес, чтобы скрыться от них, и не понимала, почему это происходит, пока не споткнулась. Она больше не могла вернуться домой. Ее прошлое я шепчет, что скоро начнется охота на ведьм, и Фелиция сжимает кулаки, пока идет дождь. Она говорит себе, что она не ведьма. Она бредет под дождем, замерзшая и подавленная, и думает, что тоже проголодалась. Она находит ягоды и съедает их, но все равно дрожит от холода. Она ломает ветку и пытается зажечь огонь с помощью магии, но у нее ничего не получается. Когда она пытается зажечь его во второй раз, она внезапно теряет сознание. Она приходит в себя рядом с гадалкой, которая помогла ей согреться у костра и приготовила еду. Люба говорит Фаише, что у нее меньше магической энергии, чем у большинства людей, и что если она когда-нибудь ее израсходует, это будет опасно для ее жизни. Затем она говорит Фаише, что ее дар предвидения показал, что это произойдет с ней, но не так, как это случилось. Но она и представить не могла, что у Фаиши не будет звезд, когда она протягивает ей еду. После ужина она дает Фаише волшебную сумку, и хотя это старая модель, в нее поместится много вещей, а также книги с полезными знаниями. Люба говорит, что Фейзе суждено отправиться в путешествие, чтобы увидеть мир и расширить свой кругозор, что она должна отправиться в город неподалеку от столицы и найти людей, которым можно доверять, и что когда она их найдет, то должна рассказать им все, даже то, что она беззвездная. Тогда она сможет найти настоящих друзей, которые примут ее такой, какая она есть. Что касается Миши, то Люба учит ее разным навыкам, и она спрашивает, почему Люба не ненавидит ее, как остальные жители деревни. Люба объясняет, что раньше у людей не было ни навыков, ни звезд, но они все равно работали и жили счастливо. Так что отсутствие навыков – это не так уж плохо, хотя она не знает, как так получилось. 3 года спустя
мы видим Фейзу перед огромной кучей мусора. Она думает, что доски остались от мебели ее старшего брата Фитана и откладывает их, чтобы потом использовать для растопки. Затем она смотрит на какие-то зелья, которые уже использованы, но их еще достаточно, чтобы отложить на потом. Сегодня у нее большой улов. Она ловит мышь и потом ест ее на вертеле. Она думает, что давно не видела гадалку и гадает, чем та занимается. Затем она чувствует приближение людей, тушит костер и прячется, чтобы увидеть двух мужчин из деревни. У нее плохое предчувствие, и она хочет знать, почему за ней пришли, поэтому решает проследить за ними в городе. Она слышит, как две женщины говорят, что жаль, что Люба недавно умерла от болезни, и это их удивило. Она видит, как ее отец сообщает старости деревни, что он так и не смог найти Фаю, и староста говорит, что Фая, должно быть, узнала об их планах. Староста говорит отцу Фаи, что звезды приносят только несчастье, и отец соглашается, говоря, что звезды не должны существовать в этом мире. Услышав это от человека, который когда-то любил ее, она в отчаянии. Она даже представляет, как ее мать говорит, что лучше бы она никогда не рождалась. Староста говорит о печальной утрате деревенской гадалки, о том, что причиной ее смерти стало проклятие беззвездных. И что из-за того, что Люба не послушала его и ухаживала за Фаей, боги отвернулись от нее. Они не могут позволить Фае остаться безнаказанной, потому что однажды на деревню обрушится беда, и тогда он приказывает им схватить и убить ее. Фая жалась от страха, когда услышала, что за ее жизнь назначена награда. Она побежала, а жители деревни погнались за ней, и мать удержала ее. Когда отец нанес последний удар, она очнулась под звездами, вспомнив, что Сора собирался ее съесть. Она посмотрела на небо и смирилась со своей судьбой, потому что она все равно была нежеланным ребенком. Затем она проснулась от того, что Сора толкал ее. Он запрыгнул на нее, и тогда Фая заметила, что ее рана полностью зажила. Она поблагодарила его, когда поняла, что он не пытался ее съесть, а просто лечил. И тогда он заговорил. Иви радуется и смеется над своим маленьким слизняком, который может только повторять пау-пау. Может, она и нежеланный ребенок, но это не имеет значения, пока у нее есть он. Так что, возможно, она решит пожить еще немного. Наступает новый день, и мы видим, как Иви мирно отдыхает. Капля утренней росы падает на Сору и будит его. Он снова и снова повторяет свою фразу как будильник, и Иви берет его на руки, чтобы выключить. Конечно, она понятия не имеет, что это такое, но помнит из прошлой жизни. Она гладит энергичного Сору и радуется, что они могут продолжить свое путешествие. Иви благодарит за вкусный завтрак. Они наслаждаются едой, но Иви удивляется, откуда у ее маленького слизняка столько энергии. Она прижимает его к себе и замечает, что он стал крепче. Неужели это тот же самый распадающийся слизняк, которого она знала? Может, он подрос, потому что съел много синих зелий. Но это не важно, главное, чтобы он был здоров. Иви думает о следующей деревне, в которую они попадут. У нее мало запасов мяса с тех пор, как они покинули последнюю деревню, поэтому ей нужно будет поймать больше мышей на продажу. Но ее прошлая версия говорит, что если она будет готовить пойманных мышей, то сэкономит больше денег. Это было бы хорошей идеей, но запах еды привлечет монстров. Так что безопаснее покупать сушеное мясо в магазине, хоть оно и дороже. Вдруг Сора начинает снова и снова повторять свою фразу. Он уже выпил все зелья и хочет еще, а Айви не знает, что делать. Ну, если вам интересно, что будет дальше, позвольте напомнить вам название аниме. Айви находит большую кучу мусора. Она начинает в ней рыться, надеясь найти для Соры что-нибудь съестное, но вместо этого отвлекается на старую одежду. Она вспоминает, что нужно сосредоточиться, и, оглядевшись, находит большую кучу использованных зелий. Сравнивая синие зелья, она видит, что одно из них выглядит новым, а другое слишком старым. Но Соре все равно, он съест их все. Затем он выпивает красное зелье, которое раньше не стал бы пить. Тогда она пробует зеленое зелье, которое действует как обезболивающее, и фиолетовое зелье, снимающее проклятие, но Соре не нужны ни то, ни другое. Ее прошлая версия советует ей смешать цвета, и она смешивает красное и синее, чтобы получить безграничное фиолетовое, то есть фиолетовое зелье. И Сора его тоже выпивает, но он не хочет обычное фиолетовое зелье. Они продолжают свой путь, Сора прыгает и катается, а Айви счастлива, потому что думала, что всегда будет путешествовать одна, всегда будет жить одна, но теперь у нее всегда будет Сора. Она радуется, когда находит ягоды и восхищается их вкусом. Она пытается угостить Сору, но он не в восторге.
Позже тем же вечером они ужинают, но Сора все время пьет зелье, и Айви начинает беспокоиться, что у нее не останется зелий для себя. Так вот, ее прошлое я дает совет. Если ты спишь, то не можешь есть. Айви принимает совет близко к сердцу и, сидя на ветке дерева, начинает рассказывать Соре сказку на ночь, свою любимую, которую она слышала в детстве. Давным-давно, когда мир был охвачен войной, король собрал вместе волшебников, которые могли видеть будущее, и попросил их предсказать, чем закончится война. Они увидели конец света, и это было по-настоящему страшно. Волшебники обсудили свои видения, а затем, чтобы защитить мир, наложили могущественное заклинание. Никто не знает, что это за заклинание, и никто не может им воспользоваться. Его может использовать только ребенок из другого мира, потому что это забытое волшебство. Это мощное, страшное и тихое, одинокое и неприкасаемое волшебство. Капля росы снова падает, и Сора просыпается как маленький будильник, и Айви гладит его, чтобы он успокоился. Но она расстраивается, что Сора съел все ее зелья. Она ловит мышь в мышеловку. Шучу, она случайно ловит большую змею. Она не хочет с ней возиться, но понимает, что за нее можно выручить немного денег, поэтому берет тряпку из своей волшебной сумки и накрывает змею, связав ее узлом. Проходя по тропинке, она чувствует запах гари, а Сора пугается. Ей любопытно, что это, и она решает посмотреть, но видит, что караван полностью разграблен бандитами. Она решает спрятать Сору в своей сумке, а когда заглядывает внутрь, то с ужасом обнаруживает там окровавленных и избитых людей. Бандиты так не поступают. Это явно дело рук монстров. Айви решает бежать, пока не окажется далеко отсюда, запыхавшаяся и совершенно обессиленная. Она замечает Литама и направляется в город. Теперь она в безопасности, но ей нужно кому-то рассказать. Она видит вывеску городской ратуши и, несмотря на волнение, заходит внутрь. Люди из городской ратуши спрашивают у маленькой девочки Айви, что у нее в сумке. Она говорит, что поймала змею, но это не важно. Затем Айви рассказывает им о людях, которых она нашла по дороге сюда, о повозке, которая горела, и о людях, которые были атакованы и не выжили. К Айви подходит мужчина, чтобы узнать подробности произошедшего, надеясь, что нападавшие были просто бандитами. Но услышав, что лошадей тоже убили, а не украли, он неохотно соглашается, что это скорее всего нападение монстров. Затем мужчина говорит всем, что нужно как можно скорее найти монстров, и благодарит Айви, объясняя, что она получит вознаграждение, как только монстры будут найдены. Женщина объясняет, что в этом городе люди получают вознаграждение за информацию о монстрах. Это нужно, чтобы город мог принять меры, пока люди не пострадали. Женщина дает Айви документ, который она сможет обменять на вознаграждение, когда задание будет выполнено. Затем Айви идет продавать пойманную змею, и покупатель говорит ей, что это редкая самка, и предлагает 3 гинеи. Айви нужно посчитать, и она уже знает, что это равно 300 доу или 30 мышам. Она выходит из леса счастливая, с деньгами, и теперь ей нужно найти еду для Соры. Она, конечно же, направляется на другую свалку и радуется, когда находит больше 21 волшебного мешочка. Сначала она беспокоится, что не сможет унести их все, но потом начинает складывать их друг в друга. Затем она начинает раскладывать их по порядку. Слева те, которые не могут нести другие волшебные мешочки, затем мешочки, которые могут нести один волшебный мешочек. Потом мешочки, которые могут нести 2 волшебных мешочка, и справа те, которые могут нести 3 волшебных мешочка. В конце концов она заканчивает раскладывать их и направляется обратно в город, чтобы купить еще зелий. Мужчина, с которым она разговаривала раньше, приветствует ее и благодарит, потому что они сразу же смогли проверить информацию о монстрах. Оказывается, это были огры и король огров, судя по следам, которые они нашли. В итоге они отправили высокоуровневых искателей приключений, чтобы убить их, и никто не должен покидать деревню, пока монстры не будут побеждены. Затем он говорит Айви, чтобы она шла в ратушу и получила награду, и после того, как она сдаст свой документ, женщина в ратуше дает ей 5 гил. Ого! Змея стоила 3 гила или 30 мышей. За 5 гил можно купить 50 мышей. Но это еще не все, потому что ей также дали 2 лада. Один лад стоит 10 гил, так что в сумме она заработала 280 мышей. Вечером она отдыхает, ест ягоды и кормит Сору в своем рюкзаке. Ей придется остаться в городе, пока не закончится охота на монстров, но она все равно счастлива. Сора рядом с ней, и она решает отдохнуть. В это прекрасное утро Айви находит одну из своих ловушек для крыс сломанной. Она думает, что, возможно, на нее наступил какой-то крупный зверь и сломал ее. Айви беспокоится, что теперь она ничего не поймает и не сможет продать.
Ее прошлое я напоминает Айви о награде за сообщение о нападении гоблинов, которое она получила на днях. И она открывает сумку, думая, что у нее есть немного денег, но решает приберечь их на черный день. Сора что-то замечает и начинает двигаться. Айви приходится бежать за ним. Она чувствует что-то странное. Это запах крови? Они проходят мимо кустов, и Айви с удивлением видит раненого зверя. Она не знает, что это за зверь, но чувствует в нем магическую энергию. Она открывает свой справочник по монстрам и узнает, что это Аданделла. Это невероятно свирепое и редкое чудовище. Оно рычит на Айви, немного пугая ее, но опускает голову, измученная ранами. Айви грустно смотрит на него, понимая, что оно скоро умрет. Она гладит Аданделлу, утешая ее, и говорит, что тоже боялась, когда была на грани смерти. Она знает, что ничего не может сделать для зверя, но обещает остаться с ним. Однако, наблюдая за грустным разговором, Сора подпрыгивает и окутывает зверя своим телом. Его целительные способности начинают действовать, и Аданделла внезапно исцеляется. После исцеления Айви замечает, что Сора теперь говорит немного быстрее, повторяя свою коронную фразу. И вот перед ними появляется чудовище, и хотя Айви боится, ей нечего бояться, ведь Андандола — это огромный пушистый зверь, который ласково трется о нее. Это странно, ведь согласно ее книге, чтобы победить этого свирепого монстра, нужна команда из как минимум 5 высокоуровневых искателей приключений. Но огромный зверь тепло улыбается, когда Айви гладит его. Они втроем отправляются на прогулку, и Айви думает, что теперь у нее есть еще один друг. Она гладит зверя и говорит, что пора дать ему имя. Она смотрит на залитое солнцем небо и понимает, что его зовут Сиэль. Это имя означает небо на другом языке, но она не знает, откуда она это знает. Затем она радостно знакомит Сиэля с Сорой, и они втроем продолжают свой путь, пока Айви не чувствует, что рядом люди. Она решает спрятать Сору в своей волшебной сумке, но туда никак не поместится Сиэль, да и людям его видеть не стоит. Однако Сиэль проявляет смекалку и убегает прятаться в кусты. Айви подходит к воротам следующего города и видит высокого охранника, который кажется ей немного пугающим. Даже проходящий мимо путешественник кажется Айви страшным, да и Сора почему-то тоже волнуется. Путешественник пытается войти в город, но охранник останавливает его и спрашивает, что ему нужно в деревне Латон. Путешественник говорит, что он пришел навестить друга. Но когда охранник спрашивает, как зовут друга, мужчина нервно отвечает, но охранник говорит, что в деревне нет никого с таким именем. Путешественник начинает нервничать еще больше и говорит, что на самом деле его зовут Лазола, но охранник явно не верит ему. Тогда путешественник говорит, что возможно это была Макау, но стражник не верит ему. Он толкает путешественника к стене, поднимает меч и разрезает его сумку, чтобы найти там запрещенный алкоголь. Стражник хватает путешественника за шею и приказывает своему напарнику отвезти его в тюрьму. Айви, понимая, что путешественник был плохим человеком, спрашивает, знал ли Сора об этом, и тот отвечает своим фирменным «пух-пух», как бы подтверждая ее догадку. Айви все еще боится рыжеволосого стражника и думает, не стоит ли ей просто уйти из Латон-Виллиджа, но понимает, что если она попытается сбежать, это вызовет подозрение. Она пытается пройти, но пугается, когда ее останавливают. Стражник, конечно, никогда раньше ее не видел и хочет узнать, кто ее родители. Она начинает отвечать, но видит, что стражник смотрит на нее с угрозой и бледнеет. Айви замечает богомола на его плече, но, как мы видим, взгляд стражника был не таким уж и страшным. Она упоминает о жуке, и мужчина немного пугается и стряхивает его с плеча. Она пытается уйти, но ее снова останавливают, потому что стражник еще не закончил расспрашивать ее. Она говорит, что она из деревни Латами, и стражник удивляется, что она так далеко приехала. Но, видимо, он слышал, что в Латами сейчас неспокойно. Айви понятия не имеет, что он имеет в виду, но охранник опускается на колени и говорит ей, что теперь, когда она стала искательницей приключений, она будет в безопасности и сможет зарабатывать на жизнь. Но единственное, о чем она думает, уходя, это о том, что случилось с ее родной деревней. Она с восхищением смотрит на то, как оживленно здесь, в большой деревне. Она направляется к мяснику, предлагая ему полевых мышей и другую дичь в обмен на еду. Мяснику это нравится, но он предупреждает Айви, что если она будет охотиться одна, то может столкнуться с монстрами Нанаши. Когда она уходит от мясника, Айви думает, не Нанаши ли сломал ее ловушки для мышей. Она направляется на поляну искателей приключений, чтобы разбить лагерь, но снова пугается, увидев большого охранника. Охранник говорит Айви, что здесь она будет в безопасности, но ей нужно разрешение, иначе ее не пустят сюда. Айви ставит палатку и устраивается на мягкой траве. Перед ней стоят большие палатки, что означает, что там живут искатели приключений среднего уровня, а в ее районе маленькие палатки,
что означает, что там живут новички. Увидев палатки, она захотела такую же, чтобы не беспокоиться о погоде и, конечно, чтобы выпустить Сору из сумки. Но если подумать, у нее же есть награда за задание, не так ли? Айви возвращается в город, чтобы купить палатку, и находит магазин подержанных вещей. Она отворачивается от вывески магазина и с испугом видит, что к ней подходит стражник и спрашивает, не ищет ли она палатку, но он тоже немного напуган. А другой стражник, Влавера, ругает его, говоря, что не нужно пугать детей, а Айви говорит, что у нее нет палатки. Стражники удивляются, что ее выгнали из деревни без ничего. Затем Влавера говорит, что в Латаме должно быть действительно тяжело. Рыжеволосый стражник наконец представляется как Окта и говорит, что отведет Айви в другой магазин и начинает тащить ее туда. Однако, когда Вивера ругает Окта за грубость, потому что он намного крупнее, он начинает извиняться, а Вивера говорит, что его друг туповат, но на самом деле добрый человек. Они направляются в другой магазин, и когда владелец магазина слышит, что Айви из деревни Лутами, он жалеет ее. Она спрашивает цену на палатку и думает, хватит ли ей 5 гидалов, что, если вы помните, равносильно продаже 50 полевых мышей. Она говорит, что у нее есть 2 черпака, что равносильно 200 полевым мышам. Все в шоке от того, что у этого маленького мальчика столько денег. Айви объясняет, что в последней деревне она дала им огромные чаевые и получила денежное вознаграждение в качестве чаевых, и все хвалят ее за удачную находку. Затем владелец магазина предлагает ей новую модель палатки. Но откуда она это знает? Возможно, это воспоминания из прошлой жизни. Затем владелец магазина протягивает Айви новую модель волшебной сумки. Особенность в том, что когда Айви что-то достает из сумки, никто не видит, что внутри, и это обеспечивает ей дополнительную защиту. Затем она прощается с охранниками и начинает обустраивать свою замечательную новую палатку. Она кажется довольно просторной для маленькой Айви. Она достает своего маленького спящего слизня и будит его, чтобы показать ему их новую палатку, отчего он начинает прыгать от радости, что у них теперь есть место для отдыха. Она вспоминает всех тех, кто был добр к ней во время путешествия, и радуется, что наконец-то у нее есть что-то, что она может назвать домом. Она задается вопросом, заслуживает ли она такого счастья, но решает не думать об этом и говорит Соре, что они должны отпраздновать новоселье. Как Айви любит праздновать? Ну, конечно, на свалке. Она выходит из палатки, и грубый на вид парень из группы искателей приключений замечает Айви и злобно улыбается. Группа подходит к ней, и здоровяк обвиняет Айви в воровстве, а его приятель говорит, что это его палатка. Затем он обвиняет ее в том, что она украла его палатку и требует вернуть ее. Я понимаю, что они задумали, и ненавижу их. Айви уверяет, что она ничего не крала, она купила ее сама. Но здоровяк называет Айви лгуньей и говорит, что она не могла купить такую палатку, хватает ее за одежду, пытаясь запугать, а женщины стыдят ее за то, что она выросла такой лгуньей. Айви пытается убежать, но мужчина хватает ее и кричит, что убьет ее, отчего она начинает плакать. В этот момент к ним подходит охранник и спрашивает, что случилось, говоря, что любой, кто создает проблемы, будет оштрафован и выгнан. Грубиян говорит охраннику, что Айви украла его палатку и что они жертвы, но охранник, конечно же, спрашивает, где доказательства. Тогда самодовольный авантюрист говорит: посмотрите на этого ребенка. Этот маленький мальчик никак не мог купить такую палатку. Это просто здравый смысл. Но охранник подходит и хватает мужчину за руку, освобождая Айви. Охранник говорит, что палатка принадлежит мальчику, и даже несмотря на то, что авантюристы все еще пытаются обвинить Айви. Охранник подтверждает, что это предмет, купленный в магазине старика Лага, и что капитан Окто и вице-капитан Веловера из Латной деревни привели Айви сюда, отчего авантюристы в изумлении отступают. Да, теперь вы, неудачники, получите по заслугам. Парень в бандане нервничает и говорит: ой, я, наверное, ошибся. Это не моя палатка. Тогда охранник говорит авантюристам, что хотел бы услышать их историю подробнее, и говорит, что они будут задержаны. Но лидер пытается убедить их, что они просто ошиблись. Но охранник хрустит костяшками пальцев, и для этих ребят все точно кончено. Он говорит, что если они попытаются сбежать, то он не проявит милосердия. Авантюристы пытаются разбежаться, но охранник свистит, подзывая остальных, и теперь авантюристы окружены, а главный охранник прижимает к земле авантюриста в бандане. Лидер группы искателей приключений и одна из девушек убегают, а стражники преследуют их. Затем командир стражи на поляне проверяет, в порядке ли Айви, спрашивает, не ранена ли она, и Айви благодарит его за спасение. Он протягивает Айви зелье в качестве компенсации за то, что ей пришлось пережить, и она радуется, потому что оно совершенно новое. Настолько новое, что от солнечного света оно сверкает голубым.
Затем стражник уходит, чтобы допросить преступников, а Айви радуется тому, как все закончилось. Позже вечером Айви празднует, угощая Сору кучей зелий. Когда она собирается есть, то удивляется, почему Сора не пьет зелье, как обычно, но потом понимает, что он нацелился на новое зелье и говорит ему, что не даст, потому что хочет оставить его себе. Он смотрит на нее своими милыми глазками и начинает ныть, потому что очень хочет это зелье, и они мирно заканчивают вечер, споря о том, кому достанется зелье. Наступает еще один прекрасный день, и Айви с нетерпением ждет его, а потом смотрит на маленького Сору, который с нетерпением ждет новой охоты. Она прощается с командиром стражи на выходе из города, и когда она выходит из города, кажется, что все стражники здороваются с ней, и она немного волнуется, потому что никогда раньше не разговаривала ни с одним из них. Кажется, все знают, кто она такая. За городом монстр снова разрушил ее охотничью ловушку. О боже, так они ничего не поймают. Затем она чувствует чье-то присутствие. О, это Сиэль с несколькими кроликами в зубах. Он кладет их на землю, и Айви спрашивает, не для нее ли они, а Сиэль рычит в ответ утвердительно. Она благодарит его, и они обнимаются. Похоже, что это 9 кроликов. Айви начинает их разделывать, чтобы продать. Сиэль и Сора играют у ручья, а Айви начинает работать. Она вспотела, пока готовила маленькие мешочки с мясом. Сора и Сиэль уже уснули. Айви будет Сиэля, потому что ей еще нужно продать мясо. Айви удивлена, что Сиэль такой послушный и добрый, хотя считается, что он редкий и опасный монстр. Он снова трется об нее, и когда они прощаются, Сиэль рычит, как обычный кот. По дороге в город Айви говорит Соре, что теперь он выглядит гораздо сильнее. Раньше он выглядел так, будто мог исчезнуть в любой момент. Он прыгает на палку и падает, теряя равновесие, и Айви замечает, что он все такой же неуклюжий. Айви идет к мяснику, чтобы продать мясо кролика, и мясник доволен, потому что мясо очень свежее и без запаха. Мясник рад, потому что кроликов, должно быть, поймали, не повредив внутренние органы. Айви нервно отвечает, что поймала их в ловушку, и мясник немного удивляется, потому что обычно кролики сопротивляются в ловушках, и это портит вкус мяса. Но, конечно, Айви не может рассказать, что приручила редкого монстра, который поймал для нее кроликов. Мясник отдает Айви деньги и просит приносить ему такое качественное мясо в любое время. Когда Айви идет по улице, она радуется, что смогла что-то продать благодаря работе Сиэля. Один из охранников спрашивает, удалось ли ей сегодня заработать. Другой приветствует ее и спрашивает, не столкнулась ли она с монстрами ноши, а третий спрашивает, много ли она поймала рыбы на ужин. Ее голос немного устает, и ей приходится говорить погромче, чтобы звучало похоже на мужской, поэтому она прячется в переулке, чтобы не отвечать на вопросы охранников. Но ее замечает Влавер и спрашивает, почему она прячется в таком месте. Пока они идут вместе, он понимает, что капитан Окта доставляет Айви неприятности. Он сделал доброе дело, сказав другому охраннику, что если у искателя приключений по имени Айви будут проблемы, то нужно помочь ему. Он позаботился о том, чтобы все знали, что Айви молодой и трудолюбивый, поэтому охранники должны присматривать за ним, когда могут. Окта немного глуповат, но он действительно хочет помочь. Влавера провожает Айви, потому что у него есть другие дела. Айви продолжает идти, вздыхая и радуясь доброму жесту Окта, но она не любит выделяться. Однако, когда охранники машут ей, она с радостью думает, что этот город может быть хорошим местом. Внезапно Айви замечает что-то интересное. Это ягоды Заро, которые растут только в ее родном городе Латами. Но здесь они очень дорогие. Продавец говорит, что ему пришлось долго их искать, потому что Латами — единственное место, где они растут. Но в этом году урожай был очень плохим, и их было особенно трудно купить. Девушка рассказывает, что она из деревни Латами, и спрашивает, где ее родители, но когда она говорит, что путешествует одна, мужчина замечает, что это должно быть вина деревенского старосты. Айви не понимает, что он имеет в виду. Мужчина объясняет, что гадалка Люба всегда защищала урожай Заро в деревне Латами, потому что время сбора урожая было очень важным, ведь если его пропустить хотя бы на день, то плоды Заро нельзя будет продать. Заро – основной источник дохода жителей деревни. Вот почему жители деревни любили и уважали госпожу Любу. Мужчина слышал, что староста не мог этого вынести, поэтому, когда Люба заболела, он не дал ей никаких лекарств. Так говорят люди. Айви вспоминает, как она пробралась в церковь и услышала, как женщины говорили о том, что Люба умерла от простуды в это время года. Это было очень странно.
Мужчина также рассказывает, что ходят слухи, будто староста пытается обвинить во всем ребенка, и Айви мрачнеет, вспоминая ужасные слова, которые жители деревни говорили о ней. О беззвездном проклятом ребенке. Мужчина продолжает говорить, что после смерти Любы урожай Заро в деревне Латами упал, и они оказались в тяжелом финансовом положении. Поэтому староста пытался сократить количество урожая, чтобы прокормить людей, и некоторые жители деревни взбунтовались, забрали свои семьи и уехали из деревни. Других, кто не подчинялся старости, выгнали. Полная катастрофа. Затем он спрашивает, почему Айви ушла, и она объясняет, что ее родители встали на сторону старосты, и это вызвало проблемы. Айви крепко сжимает куртку, вспоминая ужасное предательство своей семьи. Иви чувствует себя виноватой перед Сорой, поэтому угощает ее фруктом Зора, за что она очень благодарна. Она сидит в своей палатке с Сорой и размышляет о том, что произошло в деревне Латами. Несмотря на все плохое обращение, она все еще беспокоится о своей семье. Я говорю ей, забудь о нем, я его ненавижу. И я думаю, что Сора, которая совсем расклеилась, тоже со мной согласна. Ее семья отвергла ее, и теперь она в незнакомом месте с людьми, которых не знает. Но теперь она снова веселится. Особенно сейчас, когда у нее есть Сора, Нкл, капитан Окта и Вра. Весь город в Латами был так добр к ней. И у нее все еще есть ее прошлое я, которое с ней разговаривает. И теперь у нее даже есть маленький домик. Она думает, что это и есть то, что люди называют счастьем. Сора радостно подпрыгивает, а Иви, как обычно, не понимает, что он говорит. Она хихикает, потому что не понимает, но в каком-то смысле понимает, потому что они друзья. Она откусывает кусочек и наслаждается вкусом фрукта Зора, таким же, как в детстве, когда Люба его готовила. Затем она вспоминает, как Люба сказала ей отправиться в город, соседний с королевской столицей, но если она найдет место, где ей захочется остаться навсегда, она может остаться там. Это еще один прекрасный день, и Иви, как обычно, здоровается с охранниками города. Она отправляется на охоту, расставляет несколько ловушек, помня о том, что не должна в них наступать. Затем она направляется с Сорой к мусорному баку, потому что ему тоже нужно что-нибудь поесть, но вдруг останавливается, потому что чувствует, что рядом кто-то есть. И велит Соре спрятаться в сумке. О боже, если бы только те двое авантюристов, которые издевались над ней, не сбежали. Мужчина обвиняет ее в том, что она сдала его друзей полиции, хотя это они издевались над ней, а она ничего не сделала. Айви пятится от приближающегося бандита, у которого на лице злобная ухмылка, и вспоминает, что у нее с собой редкий слизняк. И говорит, что если она хочет уйти целой и невредимой, то должна отдать слизняка. Айви отказывается, потому что Сора ее друг, и девушка-авантюристка говорит, что если она не отдаст слизняка, то ей придется пережить кое-что похуже. Мужчина нависает над Айви, говоря, что сейчас изобьет ее до полусмерти, и Айви в страхе смотрит на взрослых, которые вот-вот набросятся на нее. Она убегает, и когда бандиты бросаются за ней, она резко сворачивает налево и заманивает мужчину в одну из своих ловушек. Девушка-авантюристка насмехается над ним, и он в ярости перерезает веревку, крича, что мальчишка не уйдет живым. Затем девушка появляется перед Айви, и мужчина поднимает ее, чтобы ограбить. Айви сопротивляется, и девушка тоже хватает ее, приказывая не двигаться. Но тут девушка-бандитка начинает нервничать, когда видит, что перед ними появился Сиэль. Они отпускают Айви и отступают, увидев величественную Андолу, готовую разорвать их мерзкие, отвратительные лица на куски. И когда Сиэль рычит, девушка падает в обморок, а мужчина быстро убегает, пока Сиэль его догоняет. Но Сиэль такой быстрый, что догнать мужчину было неизбежно, и Сиэль возвращает его как кролика, которого поймал раньше. Да, вот что бывает с такими жалкими, никчемными, бесполезными людьми. Сиэль подходит к Айви, чтобы погладить ее по голове. Еще один день, когда работа выполнена хорошо, и Айви смотрит на бандитов, гадая, не Сиэль ли это сделал с кроликами. Айви чувствует, что рядом еще люди, и Сиэль прячется. Она слышит знакомый голос и зовет его. Это капитан Окта и Вевера, которые пришли проверить, не пострадала ли Айви. Во время патрулирования они услышали рев монстра и крики людей, поэтому поспешили туда. Айви показывает на двух разыскиваемых преступников, которых они поймали на днях, и Окта и Вевера поражены. В доме Окта он просматривает с ней отчет об этих двух авантюристах, и, судя по всему, они все были под следствием за другие преступления, которые они совершили. Они крали деньги и товары у молодых авантюристов и использовали ложные обвинения. Несколько раз их преступления были зафиксированы в гильдии авантюристов, но было трудно собрать доказательства против них. Кроме того, двое, которых они поймали сегодня, были осуждены за убийство, и их наказание – стать рабами без возможности освобождения. Я должен сказать, что это им в самый раз. Двое других, которых они поймали, тоже были приговорены к рабству, но на более короткий срок, и Айви рада, что наконец-то может спокойно отдохнуть. Окта привел ее сюда по особой причине. Поскольку она помогла с их поимкой, она будет получать денежное вознаграждение, что шокирует Айви,
потому что ей платят 2 лиддила и 3 гдаля. И она сходит с ума, осознавая, что ей платят 2300 полевых мышей, и со всеми деньгами, которые у нее сейчас есть, у нее есть чистый доход в 5000 полевых мышей. Он вручает Айви деньги и говорит, что если она еще этого не сделала, то ей следует пойти и открыть счет в банке. Носить с собой все эти деньги может быть немного опасно, поэтому они направляются в торговую гильдию. Таким образом, Айви сможет внести депозит, на котором банкир поставит свой знак в виде капли крови. Окта читает ее контракт и узнает, что Айви 8 лет и 11 месяцев, и потрясен, узнав, что ей скоро исполнится 9. Он думал, что Айви 6 или 7 лет, но она воскликнула, что не такая уж она и маленькая. Затем она положила свои деньги и получила их. Тарелку. На улице Окта объясняет, что с помощью тарелки она может снять деньги в любой торговой гильдии в любой деревне или городе. Айви благодарит Окта за всю помощь, и пока он смеется, наслаждаясь собой, появляется сердитый Влавера, который искал своего капитана. Потому что Окта так и не сказал, куда он направляется. Агдо нервно смотрит на него и говорит: «О, разве я тебе не говорил?» Но, конечно же, он этого не делал. Они втроем входят в город, и Агдо спрашивает, пробовала ли Айви когда-нибудь фирменное блюдо города. Это шашлык из нанаши, которым Агдо угостит Айви в любое время, когда она захочет, и она улыбается, предвкушая вкуснейшее блюдо. Агдо гладит ее по голове и спрашивает, сколько времени прошло с тех пор, как ее в последний раз гладили по голове. Затем они идут в ресторан, и когда шеф-повар видит Айви, то шутит, спрашивая, не тайный ли это ребенок Агдо, и тот смеется, говоря, что она очаровательна. Когда они садятся за столик, Айви с восхищением смотрит на огромные порции шашлыка. Она немного нервничает, когда Агдо заказывает 10 порций на каждого, но он говорит, что они такие вкусные, что съесть их будет легко. Однако Вилавера знает, что его капитан перебарщивает, не учитывая, что Айви еще ребенок. Приносят еду, и Айви пробует восхитительный шашлык. Вилавера говорит, что здешний шеф-повар очень хорош, и в столице королевства все бы с удовольствием его попробовали. Шеф-повар объясняет, что у нее 4 звезды кулинарного мастерства, всего на одну меньше, чем у самого лучшего повара с 5 звездами. Айви немного грустит, вспоминая свой текущий рейтинг. Затем Агдо говорит, что у 2 преступников, которых они поймали сегодня, было по 3 звезды в навыке бега, поэтому поймать их было так сложно. Он спрашивает, какой у Айви текущий навык, и Вилавера говорит, что если он подходит, то она могла бы стать стражником в будущем. Она грустно отвечает, что она укротительница, и Агдо считает, что это замечательный навык. Затем он спрашивает, сколько у нее звезд, и она нервничает, чувствуя, что должна это сказать. Агдо и Вилавера, возможно, поняли, кто она такая, ведь она сбежала из деревни латами. Агдо похлопывает ее по плечу и говорит, что иногда люди с большим количеством звезд тоже совершенно бесполезны. Те бандиты сегодня отличный пример того, как они вредят обществу. И Вира соглашается, ведь многие люди со звездами на груди все равно не используют свои способности и в итоге выбирают неверный путь в жизни. Задача стражников – следить за такими людьми. Айви удивленно смотрит на Агдола, когда тот говорит, что есть много людей без звезд, которые достойны похвалы, и что Айви должна гордиться всем, что она сделала. В конце вечера они прощаются, и Айви думает о том, что у нее самой нет ни одной звезды. На следующий день она прощается с ними, собираясь выполнить обещание, данное Любе, и отправиться в город неподалеку от столицы. Одо говорит, что куда бы она ни пошла, пусть упоминает его имя, так ей будет проще. Они говорят, что она может вернуться в любое время. Беливера рассказывает Одо о том, что он узнал в деревне Латами о детях без звезд. И Айви среди них нет, и единственная сбежавшая девочка – это беззвездная 8-летняя девочка. Агдол чешет затылок, понимая, что он, к сожалению, не смог завоевать доверие Айви, чтобы она рассказала ему правду. Они оба понимают, что события в Латами глубоко ранили ее сердце, и надеются, что однажды Айви захочет открыться им обоим. Это еще один прекрасный день, и Сора радостно прыгает, пока Айви гоняется за ним. Но он кажется быстрее, чем когда-либо. Найдя место для отдыха, Айви наконец садится и пьет, а Сора радостно прыгает, полной энергии. Что же ей с ним делать? Судя по прошлой жизни Айви, Сора должно быть эволюционировала после того, как исцелила раны Сиэль, но она не знает, что это значит на самом деле. Сора что-то замечает, и Айви снова приходится бежать за ней, и они находят растение Ямамо, которое кто-то выкопал. И Айви немного нервничает, думая о том, насколько большими могут быть наши монстры, и падает на землю, представив, что убегает от опасных валунов. За спиной Айви шуршат кусты, и ей становится еще страшнее. Но это всего лишь Сиэль, могучий зверь, который теперь кажется просто огромным пушистым комком, когда Айви играет с ним.
Айви просто не может нарадоваться своим любимым монстрам. Наступает ночь, и Айви наслаждается вкусным шашлыком из кролика у костра. Она благодарит Сиэль за то, что та поймала для нее столько кроликов, и хихикает, глядя, как Сора тоже ест свой ужин. Она думает, что завтра встанет пораньше, чтобы проверить мышеловки, но таинственное существо, наблюдающее за ней из тени, не дает ей покоя. Она проверяет мышеловки, но ни в одной из них нет ни одной мышки. Но осталось еще немного мяса с прошлого вечера, и они могут им насладиться. Внезапно Айви чувствует озноб и видит черный туман. Она бежит, понимая, что от черного тумана ей становится плохо. В конце концов она добирается до края обрыва и, обернувшись с удивлением, видит, что это не монстр, а человек. Ксия входит и издает громкий рык, заставляя человека, который вызвал туман, исчезнуть, но оставляя Айви еще больше вопросов о его происхождении. Айви и Сора удобно устроились на спине Ксия, но вдруг Ксия начинает вести себя агрессивно. На скале, на которой они находятся, появляется огр и еще один перед ними. Айви прячет Сору в сумку, а Ксия вступает в бой с одним из огров, кусает его за руку и сбрасывает в воду. На дайве начинают падать камни, и еще 4 огра несутся к ней, так что она убегает. Она оказывается в лесу, где на деревьях висят соломенные куклы, и в ужасе смотрит на них, не понимая, откуда они взялись. Но долго стоять на месте она не может, потому что огры догоняют ее. Она бежит дальше, но попадает в ловушку, и огры окружают ее. Один из огров бросается на нее, но внезапно его отбрасывает огненный шар. Мужчина кричит «Пламя! Атакуй!» и создает огненный вихрь, который сжигает огров заживо. Мужчина гордо говорит: «Видели, как я это сделал? Это огненное нападение принадлежит мне, Латуре. Хотя сейчас я нервничаю, потому что Айви горит в ловушке». Он удивляется, увидев, что там наверху в ловушке ребенок. Затем лучник ругает Латуру, говоря, что ему нужно научиться сдерживаться, и стреляет в Айви, которая кричит, прежде чем Лара успевает ее поймать. Он спрашивает, зачем она здесь, но она не успевает ответить, потому что над ними замахивается дубиной огр. Они убегают, приземляясь на больших прыгучих слизней, которых призвала подруга Латуры Мила. Когда она забирает свои слитки, то говорит, что ожидала бы такого от пылающего меча отряда подавления, имея в виду Лауру и двух их друзей, которые убили огров. Лара была немного удивлена, увидев Айви. Затем еще один огр бросается в атаку, но его сбивают стрелы, и мы теперь знаем, что это шеф. Шеф ругает Лауру за то, что она сделала ловушки, ведь они даже не поймали огров, но Лаура отвечает, что они все равно от них избавились. Затем Айви разговаривает с отрядом подавления. Они здесь, потому что в этой местности поселилось много монстров, и их отправили сюда, чтобы их выследить. Ловушки были предназначены для охоты на огров, но Лаура подожгла всю округу, так что в них не было смысла. Они беспокоятся, не пострадала ли Айви, и она отвечает, подражая детскому голосу: «Нет, сэр. Со мной все в порядке, спасибо, что спасли меня». Она не знает, как обращаться к этой группе, и Лаура говорит ей, что это отряд авантюристов, известный как Пылающий меч. Мужчина с белыми волосами и большим мечом, их лидер Саск. Мужчина с рыжими волосами и топором, Нага. Есть Чефал, конечно, лучник, Лаура и Мила, известная как Зеленый шторм. Айви официально благодарит их, и ее капюшон падает, вызывая всеобщий смех. Когда они спускаются к своему лагерю, Шафа спрашивает, что она делала здесь, в горах. Она говорит, что шла в Отаву из деревни Латом. Они удивлены, что она проделала весь этот путь одна. И мы узнаем от Латуи, что они все родом с острова Атолла. Поскольку в округе все еще водятся монстры, Сезик говорит Айви, что им лучше держаться вместе, потому что они все равно возвращаются в свой город. Они находят место для лагеря и идут туда. Но по пути Айви встречает Кайл, которая выходит из кустов и умывается, как настоящая кошка. Айви рада видеть Кайл, но беспокоится, что если кто-нибудь увидит Сиэль, то на нее начнут охотиться. Айви просит кошку спрятаться, но та, похоже, просто играет в шарады. Сиэль смотрит на Айви, но я уверен, она ничего не понимает. В конце концов она уходит, и Айви отправляется с группой Пылающий меч.
В их лагере много других искателей приключений, поэтому он стал намного больше. Они установили отпугиватели монстров по периметру, так что можно не бояться нападения. В палатке группы Пылающий Меч Сезик говорит Айви, что она может поставить свою палатку рядом с их. Затем группа отправляется навстречу, оставив Латру, который выглядит очень взволнованным. Он волнуется, потому что сегодня его очередь готовить. Но, видимо, он плохо готовит. Как бы он ни старался, люди всегда говорят, что его еда странная или слишком мясная, и теперь он боится готовить. Айви спрашивает, какие блюда он обычно готовит. Несмотря на свой вид, Латура владеет 3 огненными атаками, поэтому он жарит, запекает, поджигает все, что попадается ему на глаза, и приправляет солью и перцем. Айви почему-то тоже нервничает из-за его готовки, но она рада помочь ему. Она посыпает мясо дикого кролика зеленью, чтобы убрать запах, и добавляет немного соли для вкуса, затем нарезает мясо на кусочки и обжаривает их, чтобы они равномерно приготовились. И добавляет нарезанные овощи, чтобы потушить их в кастрюле с мясом, добавив еще зелени для аромата. Затем она добавляет немного специй и обжаривает мясо до золотистой корочки, и Лара восхищается кулинарным мастерством Айви. Ребята из Пылающего Меча восхищаются ужином и садятся за стол. С первым же кусочком они начинают рыдать, и Айви начинает нервничать, что еда им не понравилась. Но нет, они плакали от радости, что все так вкусно. Даже в диком кролике нет и намека на запах. Айви знает, что если готовить мясо на сильном огне с ароматными листьями, то оно не будет пахнуть. Интересно, знают ли об этом местные жители? Мила возвращается и готова насладиться ужином, приготовленным Айви. Она краснеет от восхитительного вкуса. Нуга чуть не подавилась, потому что ела слишком быстро. Шеф-повар волновался, что оставил Лауру готовить ужин. Но подождите, неужели Айви все приготовила сама? Лаура пытается оправдаться, но Айви прикрывает его, говоря, что они готовили вместе. Айви умело регулировала огонь и смогла приготовить все очень вкусно. Чтобы отвлечь внимание, он показывает свое мастерство в магии огня. И все наслаждаются фейерверком. Она отмечает, что если бы у них были разные металлы, то огонь был бы еще красивее. Мила вытаскивает из обломков оборудования куски ивяна и делает из них фейерверк для Латуа, чтобы он запустил его в небо. Когда он зажигает его, над лагерем взмывает целый фейерверк, невиданное доселе в этом мире чудо. Позже, когда Мила моет посуду, к ней подходит Сизель и просит ее отдохнуть, потому что она приготовила еду для всех. Но Мила умоляет их позволить ей помыть посуду в знак благодарности за то, что они спасли ее и привели в свой лагерь. Сизель соглашается, но хочет помочь ей, и Лаура падает, потому что Мила такая милая. Она действительно милая. Лаура заботится о Миле, потому что всегда хотел, чтобы у него был младший брат, как Мила. Остальные ребята подходят, чтобы побить его. Мила заходит в свою палатку и предлагает Соре, который спит, выпить синего зелья. Сора рад, но Мила просит его вести себя потише, потому что все спят. Когда Мила засыпает, мы видим, как она расчесывает волосы и вспоминает прошедший день. Она рада, что встретила таких хороших людей. Когда гаснет свет, мы видим, что Шафаль расстроен, что Мила проделал такой долгий путь один. Нага считает, что Мила слишком худой и, наверное, плохо питается. Сизель считает, что Мила слишком заботится о других. Когда ему сказали отдохнуть, он выглядел обеспокоенным, а когда ему разрешили помыть посуду, он был так счастлив, как будто думал, что если он не будет полезен, то его бросят. Латуа лежит в своей кровати и слушает их разговор. Он обдумывает эти мысли, но все же ночь заканчивается тем, что Мила и Сора спокойно спят. Наступает еще одно прекрасное утро. Айви, отдохнув в лагере у Пылающего Меча, отправляется на свою обычную прогулку по свалке, где находит несколько потенциальных ингредиентов для завтрака для Соры. Мимо проходят слизни, чтобы растворить часть мусора, значит, здесь есть укротитель монстров. Мила управляет своими слизнями с помощью лассо и убивает их, чтобы они продолжали убирать мусор. Оказывается, это редкие слизни, которые могут поглощать мечи, а те, кто приручает редких монстров, пользуются большим уважением в обществе, то есть у Милы много связей. Айви спрашивает Милу, видела ли она когда-нибудь распадающихся слизней, но та не видела. Потому что это очень редкий вид, и если его удастся поймать, то можно легко продать за большие деньги. Вдруг Айви чувствует чье-то присутствие, от которого ей становится плохо. То же самое чувство, которое она испытывала, когда ее преследовал темный ветер. Мила пытается спросить, что случилось, но Айви не успевает объяснить, потому что приходит Латура с другими искателями приключений, чтобы выбросить мусор. Оказывается, с ограми было трудно справиться, поэтому у них много изношенного оружия, и им нужна Мила, чтобы избавиться от него. Кроме того, поскольку огры были полностью уничтожены, группа
возвращается в Оттаву. Ночью они празднуют, пьют, и Айви готовит для них шашлык. А еще вкусный мясной суп с какао. Вся компания впечатлена кулинарными навыками Айви. Пока они веселятся, Айви беспокоится о Сиэль, потому что группа сказала, что они уничтожили всех монстров. Но ее прошлое уверяет ее, что если бы они сражались с Дандалой, то поднялся бы шум и все бы сразу узнали об этом. И она права. Сиэль зевает, возвращаясь в лагерь. Вся группа собирается вокруг Айви, и Мила представляет своих старших братьев-близнецов, Талто и маму. Они втроем составляют группу «Зеленый шторм». Близнецы подходят и хвалят Айви, потому что их сестра говорила, какая она умная, и хотела, чтобы Айви присоединилась к их группе, когда вырастет. Но Лаа вмешивается и говорит, что это невозможно, потому что Айви будет его младшим братом. Но Сизель дает ему подзатыльник и говорит, чтобы Лаа перестал валять дурака. Увидев, что к ним приближается группа Король Молнии, Мила и ее братья решают уйти. Очевидно, близнецам Талто и маме не нравится капитан Короля Молнии Барольда. Но Мила рада, что капитан разрешил Айви вернуться в город с Сезиком. Вернувшись в свою палатку, Айви выпускает Сору, чтобы он поел, и достает кучу еды, которую она нашла в мусорных кучах. Сора так радуется, что Айви приходится его успокаивать. Пока они отдыхают, Айви снова чувствует тоже неприятное присутствие. Она решает спрятать Сору, но оно внезапно исчезает. Латура зовет ее снаружи палатки. Оказывается, он надеялся, что Айви поможет ему приготовить завтрак завтра утром. Но он уходит, и Айви все еще настороженно относится к этому странному присутствию. Она возвращается в палатку и думает, может ли Лара быть источником этого присутствия. Сора пытается объяснить, но Айви его не понимает. Она задается вопросом, смогут ли укротители звезд, такие как Мила, понять, что он говорит. Он начинает вибрировать, как будто в нем что-то сломалось, и это напоминает Айви о том, как он дрожал, когда они проходили мимо парня с нелегальным алкоголем и бандой убийц. Она решает спросить Сору о Латуе, Сизо, Наге и Шефале, и Сора с радостью отвечает. Но когда Айви упоминает Милу из Зеленого шторма, он начинает дрожать от страха, и Айви понимает, что Мила и есть источник этой тошнотворной ауры. У ворот Алтова стражник пытается проверить Айви по имени и деревне, откуда она родом. Но когда Айви показывает свой банковский планшет и говорит, что она под поручительство капитана Окта из Латоми, ей разрешают пройти. Войдя в город, она с восхищением смотрит на большой оживленный город Оттаву. Они решают остановиться на привале Искателей Приключений, где Сизельк объясняет, что хотя они только что зачистили монстров в округе, они не могут пока вернуться домой, потому что там тоже есть опасные люди. Барольда добавляет, что людей похищают и продают в рабство преступники. Городская стража обнаружила их убежище и устроила там облаву, но, похоже, информация просочилась и убежище опустело. Это очень злит Сизелька, потому что никто не был похищен, но никто не видел подозрительных людей. Айви особенно беспокоится, потому что она главная цель. Эта организация в основном охотится на детей. Вся группа хотела бы получить какую-нибудь зацепку, поэтому Айви решает рассказать о том, как на нее чуть не напали, и все пораженно ахают. Затем мужчина из группы Барольды ставит барьер, чтобы они могли поговорить без посторонних ушей. Айви рассказывает, как за ней гналось в лесу какое-то жуткое существо, пока она не встретила сверкающий меч, но когда появился монстр, он убежал. Группа хвалит Айви за ее особый дар чувствовать что-то, которое она приобрела, живя в лесу последние несколько лет. Затем она рассказывает о темном существе, которое почувствовала в лагере, но оно исчезло, когда пришла Лаура, и Сизельк заподозрил звезду сверкающего меча. Однако Латуа оправдывается, говоря, что он просто пришел попросить Айви помочь ему с завтраком. Нуга подозревает, что появление Латуа заставило темное существо убежать. Она начинает подозревать Милу, но когда ее спрашивают о доказательствах, она вспоминает, что Мила говорила, что такую редкую слизь можно продать за большие деньги, и что группа искателей приключений пыталась украсть у нее Сору. Айви не могла вынести мысли, что за Сорой придут другие люди, поэтому вместо того, чтобы продолжать, она просит их забыть то, что она сказала. Наступает ночь, и Айви не знает, что делать, ведь она не может просто рассказать им о нем. Сора лишь слегка кивает, продолжая говорить «пау-пау-пау», и Айви думает, что он хочет сказать, что все в порядке, если она расскажет им о нем. Айви вспоминает, как Люба говорила, что все секреты рано или поздно раскроются, и что однажды Айви понадобятся люди, которые будут сражаться на ее стороне. Утром она видит своих союзников на поляне. Она собирается приготовить завтрак, но Сок останавливает ее, чтобы поставить вокруг них изолирующий барьер. Плохие новости. Они действительно узнали о темных делишках Милы из Зеленого Галеона и ее старших братьев.
Вчера, после того, как Айви рассказала им о своих подозрениях, они решили проследить за каждым шагом Милы и заметили, что Зеленый Галеон ведет какие-то тайные дела с заезжим торговцем. Один из людей из группы Барольда даже попытался проверить их, когда торговец уходил, но все, что они сказали, это то, что они просто подсказали дорогу заблудившемуся человеку. Но они особенно насторожились, когда увидели, что они используют такой звуковой барьер, чтобы их разговор никто не услышал. Они бы никогда не стали использовать его просто для того, чтобы подсказать дорогу. Чифал тоже проверил торговца в торговой гильдии, но узнал, что тот не вел никаких дел в этом городе. Если сложить все вместе, получается, что торговец из другого города использует дорогой магический предмет, который не пропускает звук, но при этом не ведет никаких дел. Команда расстроена, потому что многие из них хорошо знакомы с Милой и ее братьями. Однако Сейзук рад, что у них наконец-то появилась зацепка. Айви удивлена, что они так легко ей поверили без особых доказательств. Латра спрашивает ее, почему она готовит для них. Она отвечает, что просто хочет, чтобы всем нравилось то, что они едят. Этого заявления и поведения Айви достаточно, чтобы понять, что она не из тех, кто будет им лгать. Услышав это, она улыбается, ее глаза сияют, она думает, что для них она никто, но они все равно ей доверяют. Затем она признается, что на самом деле она укротительница, а слизь, которую она приручила и рассказала ей о Миле. Она приводит их в свою палатку и знакомит с Сорой, и все с восхищением смотрят на него, потому что никогда раньше не видели прозрачную слизь. Она не знает почему, но Сора каким-то образом может видеть плохих людей насквозь. И Барольд, и Саск сразу поняли, почему Айви держала Сору в секрете, ведь из-за его редкости за ними могли бы начать охотиться. Поэтому все в группе пообещали хранить его секрет. Один из мужчин по имени Риквел начинает гладить милого слизня, а Лаура хвастается Айви, расхваливая его, потому что он первым нашел Сору. Оказывается, о прозрачных слизнях можно услышать только в легендах и сказках. В это время Риквел продолжает гладить Сору, но Шифа оттаскивает его и избивает. Оправившись от побоев, Риквел решает проверить способность Соры видеть зло. Он представляется Латурой из пылающего меча, и Сора начинает нервничать, как и в других случаях, когда он сталкивался с плохими людьми. Но они уже называли его имя, так что, возможно, Соре просто не нравится Риквел из-за того, что тот его постоянно гладит. Затем блондин пытается представиться, называя себя Майком, и, конечно же, Сора начинает нервничать, когда узнает, что его настоящее имя Лорик. Черт, я не знаю, смогу ли я запомнить все эти странные имена. Но в любом случае Майк – это тот лысый парень, который вчера вечером тайком выпил весь алкоголь у Шифала. Сора подтверждает, что это правда. Шифал недоволен пропажей алкоголя и злобно смотрит на Маорика, а потом догоняет его и избивает. Пока группа ест за барьером, Селек говорит, что он никогда бы не подумал, что предателями окажутся члены Зеленой бури. Затем Баральда добавляет, что это логично, ведь они так и не смогли найти никаких улик, указывающих на организацию похитителей. Враги все это время были у них под носом, но теперь, когда стало известно, что Мила, Талто и мама предатели, будет проще разобраться с остальными злодеями. Айви соглашается с грустным видом, и Лэчуа спрашивает, тяжело ли Айви думать о Миле как о плохом человеке. И он прав. Он, видимо, знает Милу с детства. Для Рикверта мама тоже хороший друг, поэтому он хочет остановить его своими руками. Никому не нравится задерживать своих друзей. Затем Балда рассказывает, что похищения начались около 10 лет назад. Люди думали, что дети пропадают из-за того, что стали жертвами монстров. Но 7 лет назад группа Балды и Сиока обнаружила существование тайной организации, когда они забрали нескольких сбежавших жертв под свою защиту. Затем Айви заключает, что в организации должно быть есть и другие предатели, и все громко ахают. Если организация существует так долго, то там должна быть не одна группа предателей. Сизел соглашается, вспоминая, как они снова ворвались в убежище преступников и никого там не нашли, зная, что кроме Зеленой бури было всего несколько человек, которые могли раскрыть их планы. Еще одна проблема в том, что продвижение Зеленой бури было одобрено членам знати, поэтому группа Баральды доверяла им. Это необычно, ведь большинство аристократов смотрят на искателей приключений свысока. Так почему же они продвигают Зеленую бурю в другие группы искателей высокого ранга? Затем банда начинает злиться, потому что они не могут понять, что в этом замешан конкретный аристократ. Это очевидно даже для 7-летнего ребенка. Но Айви начинает ныть, услышав это. Хоть она и не выглядит на свой возраст, ей 9 лет.
У нее день рождения в конце 8-го месяца, и сегодня ей исполнилось 9 лет. Услышав это, все начинают поздравлять Айви с днем рождения и хлопать в ладоши, отчего она краснеет и благодарит их. Но сейчас ситуация более серьезная, поэтому Латра предлагает устроить настоящий праздник позже, а не просто поздравлять ее. Однако Айви уверяет его, что этого более чем достаточно. Она тепло улыбается, вспоминая, сколько лет прошло с тех пор, как кто-то поздравлял ее с днем рождения. Латуа спрашивает, действительно ли ей 9, потому что иногда она говорит и готовит так хорошо, что кажется намного старше. Возможно, это из-за ее прошлого. Вернувшись к делу, они решают выяснить, кому еще в этом городе можно доверять. Они идут в гильдию искателей приключений, чтобы проверить гильдейского мастера Роглофа или мистера Гм. Сора, кажется, хорошо к нему относится. Затем представляется капитан стражи Бергсби. Сора все еще в хорошем настроении. И, наконец, капитан Агров. И Сора все еще в порядке. Бехолдер достает маленький кристалл и наблюдает за ними тремя, говоря, что это магический предмет, который может определить, хороший человек или плохой. Это, конечно, для того, чтобы Айви не раскрыла свою тайну о редкой слизи. Айви говорит, что этот предмет действует только неделю, а потом превращается в бесполезный камень. Поэтому Роглов просит банду использовать его, чтобы найти членов преступной организации. Так они смогут найти предателя, который сливал информацию об их расследованиях. Затем он приказывает всем прийти сюда. Банда направляется в дом торговца, который преступники использовали как базу. Чтобы сохранить как можно больше улик, стражники остаются на месте, пока они продолжают расследование. Капитан Биргби представляет двух охранников Айви. Однако Сора реагирует на второго охранника с зелеными волосами Малалу. Айви подает знак Бороде, и Лаура подходит, чтобы наладить контакт, и становится ясно, что Бигсби недоволен своим подчиненным. Они заходят внутрь, и вице-капитан Агроп недоволен, потому что он действительно доверял этому парню. Однако сюда вызвали всех стражников, и они собираются найти всех преступников, причастных к похищениям. День сменяется вечером, и все устали. Никто не рад, что из 150 стражников 38 оказались предателями, а значит, все их предыдущие действия были раскрыты. Затем появляются граф Вальтория и лорд Веранда, чтобы поздравить их с расследованием, но мы знаем, что они на самом деле пришли, чтобы найти предателей. Когда они представляются Айви, Вальтория вызывает у Соры подозрение, что он дворянин, замешанный в крупных преступлениях. Однако Веранда производит впечатление хорошего человека. Когда они уходят, все разочарованы, потому что Вальтория – герой этого города, но теперь все понятно, ведь должен же быть кто-то, кто всем управляет. Капитан Биргби в ярости от того, что все их вылазки провалились, а союзники погибли в бою. Он в отчаянии бьет кулаком по стене, понимая, что это он сообщил графу об их передвижениях и винит себя в смерти своих людей. Они пытаются его успокоить, ведь в конце концов виноваты во всем злодеи. Айви замечает, что между их прибытием сюда и появлением графа Вольтериаса прошло совсем немного времени. Это не могло быть случайностью. Кто-то из торговцев, должно быть, прятался неподалеку от базы, чтобы следить за ней. Они начинают гадать, как могли исчезнуть все улики, ведь на базе все еще были охранники. Айви быстро приходит к выводу, что плохие охранники должны были искать в тех местах, где были улики. Но они ничего не нашли. Они идут в комнату, за которую отвечал плохой охранник Маргала, и отправляют его с другим заданием. Пока они обыскивают комнату, прошлое Айви подсказывает ей, что в книжном шкафу, как в кино, должен быть тайник. Но Айви понятия не имеет, что такое кино. Она замечает, что корешок единственной книги поцарапан, и решает залезть на шкаф и отодвинуть книгу, открывая потайную дверь, за которой хранятся тонны секретных документов. Внутри банда находит невероятные суммы денег, о которых они и мечтать не могли. Бергби находит записи о сделках организации, в которых говорится о похищениях. Он предлагает вернуть все на место, чтобы организация думала, что они ничего не нашли. На следующий день все думают о том, насколько велика эта организация. Но никто не может уснуть, и учитывая, насколько все опасно, они не могут оставить Айви одну ни под каким предлогом. Поэтому Лара ходит за Айви, пока та стирает. Затем он спрашивает то, что давно хотел узнать. «Он правда мальчик?» Услышав это, Айви начинает плакать, но ей просто жаль, что она всех обманула. Однако Латра говорит, что все в порядке, особенно учитывая, что девушкам опасно путешествовать одним. Он говорит, что пока так лучше, и он сделает вид, что ничего не знает. Но следующий заходит Мила из Зеленых Врат. Она начинает болтать ни о чем и приглашает Айви прогуляться по городу, чтобы найти кондитерскую. Латра тоже присоединяется, хотя Мила и возражает, говоря, что она его не приглашала. Но в конце концов она соглашается, и они идут все впятером, а Тольта и мама хитро улыбаются.
Лара, Айви и Мила смотрят друг на друга. Почему Мила так злится? Лара и Мила подходят друг к другу еще ближе. Но это всего лишь игра в камень, ножницы, бумагу. Лара выигрывает, и они идут туда, куда он хочет. Айви кажется немного смущена игрой двух друзей детства. В кондитерской Тольта и мама быстро съедают все десерты и просят добавки. Затем Латра спрашивает, почему пригласили Айви, и Тольта объясняет, что Мила любит Айви, потому что он очень хороший мальчик, и они не могли больше ждать и пригласили его. Мила ругает братьев за то, что они ее напугали, а когда поворачивается к Айви, то очень нервно смеется. Глядя на Сору, который испугался, увидев их, можно с уверенностью сказать, что эти трое опасны. Латра встает, готовый напасть, и говорит, что если они тронут Айви, то он не будет с ними церемониться. Но близнецы просят его перестать валять дурака. Они не хотят драться с Латрой, потому что у него 3 огненных атаки. Однако, зная, что у Латры нет защитных навыков, Толто не прочь сразиться с ним, чтобы узнать, кто из них сильнее. Мила просит их прекратить, удивляясь, почему люди с боевыми навыками всегда такие невоспитанные. Толто отвечает, что она все равно не поймет, ведь у нее только навык укротителя, и она даже не может приручить сильных монстров. Она может только убирать мусор с помощью своих слаймов. Услышав это, она немного расстраивается. Айви встает, чтобы защитить ее, и говорит, что навык Милы с 2 звездами – это потрясающе, а Латра и Лидл – редкие слаймы, которые могут уничтожать оружие. Айви побывала на многих свалках, где находила что-то полезное. Поэтому она знает, что даже если люди думают, что что-то не имеет ценности, всегда найдется тот, кто это ценит. От этих слов Миле становится немного теплее на душе, и Латра соглашается, что быть укротителем – это замечательная работа, которая может помочь другим. Но Толто считает, что лучше иметь что-то сильное и яркое, потому что это приносит много денег. Мама добавляет, что поскольку их навыки не так интересны, им лучше быть авантюристами, потому что если бы у них было больше денег, они бы не оказались в таком положении. Услышав это, Айви немного любопытствует. Потом Лаура спрашивает Айви, как они себя вели, и она отвечает, что Соры испугался их всех. Он неправильно понял. Он встретил сладкоежек в ресторане. Они его любимые. Он не просто так выбрал ресторан «Поток». Им управляет его друг, которому он доверяет, поэтому они всегда будут в безопасности. Теперь, когда все в Зеленом шторме стали торговцами, они грустят. Латра вспоминает свое детство. Тогда этот город был безопасным местом для детей, где взрослые хвалили за хорошие поступки и ругали за шалости. Айви вспоминает свой родной город. Ей тогда было не больше 5 лет. Теперь, куда бы ни пошел ребенок, рядом должен быть взрослый, который за ним присмотрит. Из-за того, что дети привязаны к взрослым, в городе стало неуютно и строго. Латрея хочет вернуть городу прежний покой. Позже на поляне под барьером банда узнает, что Зеленый шторм пытался пригласить Айви на обед. Но сделать это при свете дня? Зачем им так стараться, чтобы добраться до Айви? Из-за того, что ее защищают король молнии и пылающий меч, это было бы большим риском для Зеленого шторма, ведь они стали бы первыми подозреваемыми, если бы Айви пропала. В прошлой жизни Айви упоминалось о том, что нужно было кого-то подставить. Если подумать, то для тайной организации не было бы проблемы, если бы Зеленый шторм попался, ведь они все равно остались бы в тени. И на самом деле, чтобы распространить слухи о предателе, имеет смысл отправить на это дело известную банду, такую как Зеленый шторм, чтобы они стали козлами отпущения. Пешками, которые отвлекут внимание настоящих злодеев, пока те забирают все деньги, спрятанные в доме торговца. Скорее всего, Зеленый шторм уберут, чтобы не допустить утечки информации. Лара беспокоится, потому что не хочет потерять подругу детства. Тогда Айви предлагает позволить себя схватить Зеленому шторму. Тогда они смогут передать, что охрана на торговой базе будет ослаблена. Это ложная информация, которая заставит организацию думать, что можно безопасно забрать деньги и документы. Это значит, что Пылающий меч и Король молнии могут устроить засаду и поймать их. План настолько продуман, что они удивляются, неужели Айви действительно 9 лет. План им нравится, но Сёлк и Барольда не хотят подвергать ее опасности. Они знают, что как только начнется битва с организацией, это будет полномасштабная война. Но и в гильдии, и среди искателей приключений есть много предателей. Однако Лаура обещает, что будет защищать Айви любой ценой, и Айви логично заключает, что даже если она приманка, ей все равно грозит опасность. Так что лучше сократить время нападения, действуя как приманка, и заодно поймать преступников.
Они хотят начать этот план, но все еще беспокоятся, что попадут в засаду других торговцев. Тогда Айви предлагает использовать газовые бомбы, но в этом мире их нет. Она спрашивает, есть ли какой-нибудь магический предмет, который мог бы усыпить врагов, и Сизель вспоминает о сфере сна. Но она усыпит и врагов, и союзников в радиусе действия. Айви встает, потому что организация еще не знает, что эта группа знает о них, и сейчас самое время нанести удар. Она воодушевляет всех, потому что нельзя упускать такую возможность. В гильдии искателей приключений мастер Роглов собирает всех искателей и говорит, что на гильдию возложена обязанность охранять Айви. Это нужно, чтобы показать всем Вальтоа и за его пределами, что город безопасен, и он хочет, чтобы каждый вышел и представился. Первый акт вот-вот начнется, Айви и Сора готовятся. Первый мужчина пугает Сору, и они продолжают работать. На торговой базе вице-капитан Эгроук замечает, что капитан Бигсби немного нервничает, но тот отрицает это, говоря, что это ему только кажется. Бигсби упоминает, что видел, как улыбался Барольд. Долгое время они были обеспокоены этой преступной организацией. Они начали уставать и терять надежду. Снова и снова городская стража загоняла их в угол, и они убегали, и каждый раз были жертвы. Когда речь заходит об организации, в воздухе повисает мрачное напряжение. Но когда Айви говорит, Барольд улыбается. Благодаря Айви ветер переменился. Бигсби чувствует облегчение. Чифаль и его банда подходят к Бигсби и просят организовать специальный отряд. В пещере в лесу было обнаружено логово монстра. Бигсби удивлен, потому что думал, что отряды по подавлению преступности уже обо всем позаботились. Но Чифаль говорит, что один сбежал и спрятался там. Они хотят уничтожить монстра одним ударом и просят прислать много стражников. Им предстоит сразиться с жестоким врагом, и по пути им придется столкнуться с другими опасностями. Поэтому Чифаль предлагает Бигсби выбрать членов отряда. Подмигивает. Бигсби понимает и оставляет выбор за капитаном Эгроуком. Когда представление в гильдии закончилось, Роглов просит всех подождать, потому что у него есть для них особое задание. Айви устала после тяжелой работы, а Сора очень весела. Мила приходит поздравить Айви с работой и благодарит его за то, что он рассказал ей, как важно правильно утилизировать мусор. Это очень обрадовало Милу. Мама и Талто приходят, чтобы сказать ей, что теперь она точно в безопасности, ведь все искатели приключений знают ее в лицо. А Лара уверяет, что теперь никто не будет преследовать Айви. Мила немного нервно отвечает, что он прав. Затем Лара предлагает снова пойти за сладостями, но в другое место, на что Талто и Маома соглашаются. Однако это всего лишь уловка Айви и Лары. Бергсби хочет, чтобы Шафал рассказал больше подробностей о плане, но Шафал отказывается, потому что они не знают, кто может их подслушивать. И он не может использовать звуконепроницаемый барьер, потому что не хочет, чтобы организация заподозрила, что они делятся секретами. Габола подходит к ним и говорит, что узнал от Бергсби, что капитан АГП внизу собирает отряд для уничтожения монстра в лесу. Нуга упоминает, что Бигсби должен пересмотреть решение о том, чтобы отправить всех своих людей, потому что это место все еще важно для преступной организации, поэтому они должны оставить здесь несколько человек. Маури предлагает Бигсби оставить выбор людей Габоле, потому что он хорошо знает это место. После того, как Габола уходит, Шафал показывает Бигсби сферу для сна, потому что когда враг придет сюда, чтобы вернуть это место, они все будут крепко спать. И их союзники тоже. А когда она уходит, Нуга показывает Бургсби предмет, который обычно используют против сильных монстров. Внизу отряд готов к походу в лес, и Бигсби отмечает, что большинство людей, которых Габола выбрал для охраны этого места, предатели. В другом месте Мила ведет их в кондитерскую, которая ей очень нравится, и когда они приступают к следующему этапу своего плана, Айви и Латра готовы войти в логово зверя. В кондитерской Мила рекомендует Айви попробовать дондузу. Это предположительно самое вкусное лакомство, которое здесь есть. Латра предупреждает, что от одного кусочка можно потерять сознание, так что глаза закатятся и ты упадешь в обморок. Что это за сладость? Хозяин магазина мистер Хак принимает заказ на 5 дондуз. Но когда Айви смотрит на Сору, тот дрожит, и это явно означает, что хозяин магазина плохой человек. Айви подает знак Латре, что пора начинать операцию. Пока готовятся их костюмы, Латра говорит зеленому Гейлу, что у него есть конфиденциальное поручение от мастера гильдии, и он рассказывает об этом, потому что доверяет им.
Сейчас создается специальный отряд из стражников и искателей приключений, и они собираются отправиться в лес. Пока их не будет, в городе будет не хватать охраны, поэтому им нужна помощь в поддержании порядка. Талто и Маума задаются вопросом, что же происходит такого важного, что стражники и мастер гильдии решили оставить город без защиты. Но Латра объясняет, что в лесу в пещере были замечены огры и король огров, а мистер Хак тем временем подмешивает в сладости наркотики. Когда приносят еду, Латра говорит Айви нет, что они не будут это есть. Затем, когда Латра узнает, что база торговцев не так хорошо охраняется, мистер Хак быстро выходит из магазина. Теперь, когда он ушел, Латра может спросить о том, что его действительно интересует. Почему Грингейл помогает этой организации? И все трое ахают, когда их спрашивают, сколько они получат за похищение Айви. Сначала Мила пытается это отрицать, но когда Лара пододвигает к ним тарелки Айви и Милы, чтобы они попробовали, все трое отказываются. Похоже, они будут наслаждаться сладостями в тюрьме. Мила сдается и говорит братьям, что им лучше сдаться. Мальма отказывается, но Мила отвечает: «Мы уже достаточно натворили, не так ли? Все эти жестокие вещи. Неужели деньги так важны?» Талто хмуро смотрит на нее и спрашивает, не собирается ли она их предать, а Латра напоминает братьям, что это они предали доверие горожан. Братья быстро встают, не думая о последствиях. Талто и мама достают оружие, и Латра говорит им остановиться, потому что он не хочет с ними драться. Но мама все равно нападает. Латра легко парирует все его удары и отбрасывает его назад. Хотя у Латры нет навыков защиты, он тренировался в оборонительных приемах. Он считает, что его защита может быть даже сильнее, чем навыки Талто в обороне. Услышав это, Талто злится и пытается ударить Латру, но тот легко блокирует удар. Талто мастер владения длинным мечом, но Латра мастер двух мечей и легко отбрасывает его назад. Затем Маума снова нападает, и Латра уклоняется от каждого удара. Айви кричит на Талто, и Латра сжигает его, а двое братьев тушат огонь. Братья снова нападают, но Мила призывает Ладель, чтобы растворить их мечи, и Латра вырубает обоих. Латра смотрит на Милу, которая уже устала. Она больше не хочет жить преступной жизнью. Она извиняется за то, что обманывала Айви все это время, но Айви и Латуа благодарят ее за спасение их жизни. Затем появляется Флоу, владелец кондитерской, куда они ходили, и спрашивает, что происходит. Айви рассказывает ему о своем плане борьбы с организацией. На базу торговцев приходят искатели приключений в масках, но мы видим, что это все подстроено. И обе стороны коррумпированные подают сигнал, что пришло время забрать спрятанные сокровища. Коррумпированный охранник указывает искателям приключений на потайную комнату в библиотеке на 3-м этаже, а два честных охранника тайно наблюдают за ними. Не зная, что делать, граф Вальтория, не понимая, кто друг, а кто враг, отправляется в библиотеку и приказывает своим людям забрать все записи и деньги, которые там хранятся. Но он случайно задевает сферу сна, которая вырубает всех в здании, друзей и врагов. Капитан Бергсби и АГП направляются в лес, зная, что те, кто позади них, хотят застать их врасплох. Но, к сожалению, их планы срывает 9-летний монстр. Позади них Сизел Элк и Барольда в восторге от того, что их сторона может действовать, и Бергсби бросает Акпу козырь их плана, предложенный Чефалтом. Коррумпированные охранники достают мечи, и АГП замечает, что предатели стоят впереди. Бергсби понимает, что они хотят сначала разобраться с Акпом, а потом с ним. Это логично, потому что они двое самые сильные, и предатели не хотят оставлять свидетелей. Коррумпированные охранники нападают, но АГП отбивает стрелу, и Бигсби ловит их сетью. Но это не обычная сеть, а электрическая. АГП забирается на Бергсби, чтобы выстрелить еще одной сетью, подавая сигнал Зеку, чтобы тот сразился с искателями приключений. А король молнии и пылающий меч начинают бой с негодяями. После того, как Баалда бьет одного из парней головой, хороший искатель приключений удивляется, не понимая, что происходит, и Баалда немного рассказывает ему о плане. Аззель приказывает схватить всех предателей. После успешной битвы Бергсби объясняет, что эта сеть обычно предназначена для больших монстров, потому что она пропитана мощной магией, подавляющей физическую силу. Один из стражников прикидывается дурачком, спрашивая, что делает их капитан, и Бергсби отвечает, что он допрашивает всех предателей. Стражники снова их шокируют, и вот что они получают. Они продавали детей в рабство.
Уведите их отсюда. Но, к сожалению, некоторые из хороших людей тоже оказались в ловушке. Ой. Ну, они все равно благодарны за помощь в поимке плохих людей. Они смогли безопасно схватить всех торговцев в городе и среди искателей приключений, и все благодаря плану, который придумала Айви. Она не хочет приписывать все заслуги себе, но они не могут не поблагодарить ее за спасение города. Когда графа Вальторию вводят в комнату, он просит мужчину позади него отпустить его. Однако лорд Фернандо говорит ему, что он не будет освобожден. Глава гильдии заранее предупредил Фернанду, и после изучения всех документов, спрятанных в библиотеке, стали известны злые деяния Вальтории. Фернандо отправила гонца в столицу, а значит, наказание для Вальтории неизбежно. И жители деревни тоже недовольны, они готовы растерзать и убить всех предателей. Я чувствую, как они злятся, что их детей забрали, а их город стал небезопасным из-за этих злодеев. Ноэл говорит, что это плохо, потому что они потеряли контроль над собой. Если это не остановить, то будет бунт. Бигсби пытается их успокоить, говоря, что теперь город Алтова в безопасности. Жители деревни все еще злые и требуют выдать им предателей. Однако Бергсби убеждает их, что сначала нужно собрать все доказательства, прежде чем предателей официально объявят. Но следующее, что он говорит, шокирует их. Он просит жителей деревни не трогать предателей, потому что все осужденные будут работать как рабы. И их ждет самая тяжелая работа, какую только можно себе представить. Предатели даже не смогут выбрать смерть. Они будут вынуждены работать на благо этого мира. И если их убьют здесь, их страдания закончатся. Услышав доводы Бергсби, жители деревни соглашаются. Айви понимает, какой Бергсби удивительный, раз он смог успокоить жителей деревни, чтобы они не совершили преступления. Я имею в виду, что я была согласна с идеей сжечь предателей, но заставить их работать рабами до самой смерти – это более разумно. Айви хвалит Бергсби, говоря, что хотела бы однажды стать такой же, как он. И это немного расстраивает Лату и шеф-повара, которые говорят, что ей пока не нужно отказываться от своей жизни как капитану. Однако Бергсби не очень нравится их подшучивание. Но у них есть для Айви последнее задание. В зале собралась большая группа людей. Сизока сообщает, что они все еще собирают информацию о членах организации, которых арестовали, но им нужна помощь каждого. Любой, кто откажется рассказать, что ему известно об организации, будет подозреваться в сговоре с ними. Барольда объясняет Айви, что все эти люди находились поблизости от базы организации, поэтому их нужно проверить. Нужно найти тех, кто следил за организацией. Судя по ее сумке, Сора очень хочет работать, и Айви тоже готова. В гильдии Бигсби АГП еще раз благодарят Айви за помощь в борьбе со злой организацией, которая много лет мучила Талву. Затем Бигсби передает ей отчет о последних событиях, в котором есть список арестованных. Согласно отчету Гиллов, в результате расследования, основанного на документах, найденных на их бывшей базе, были арестованы не только торговцы в городе, но и 58 человек по всему королевству, из которых 45 уже задержаны. Среди них не только дворяне, но и родственники королевской семьи. Каждая новая информация, которую они получают, поражает. На последней странице Айви находит вознаграждение за помощь. Она получит 15 золотых табличек, или 150 лидлов. Вот и снова мышиная математика. 150 полевых мышей. Если она сделает сушеное мясо из 150 полевых мышей, будет есть по 3 штуки в день, а в году 365 дней, то сможет есть его 140 лет. За городом Айви и Сора проверяют свои ловушки, но, к сожалению, сегодня ни одна из них не сработала. О, класс здесь. Кайл просто возвращается в кусты и выгоняет грызунов в ловушке Айви. Какой хороший кот. В мясной лавке мясник восхищается мясом Айви, которое такое свежее и красиво приготовленное. Мясник предлагает ей хорошую сумму за это. Но что еще лучше, это мясо пойдет на сегодняшний праздник, где Гмроглов произнесет тост в честь уничтожения организации, и все будут рады угостить Айви огромными кусками мяса. Но она не сможет съесть все. Лаура просит их остановиться, но они удивляются почему, ведь обычно он накладывает Айви самую большую порцию. Барольда приходит поблагодарить Айви и говорит, что граф Фальтория наконец признался в своих преступлениях. Сейчас в королевской столице неспокойно, потому что замешаны некоторые дворяне. Хотя плохие парни пойманы, Айви все еще беспокоится о Миле. Роглов сообщает, что зеленый шторм был недостаточно значителен, чтобы его использовали в качестве приманки и отбросили в сторону. Они не знали ничего важного и не совершили много преступлений.
преступлений. Мы даже видим, как Мила раскаивается в тюрьме, говоря: «Слава Богу, нам больше не придется совершать преступления». Предав своих братьев, она, очевидно, получила снисхождение. Роглов также узнал, что Айви и Сора были теми, кто раскрыл всех плохих парней. После того, как он просмотрел список всех магических предметов, он заподозрил маленький шар, который они использовали. Но он в порядке и понимает, почему было так важно скрыть существование Соры. По просьбе Роглофа она выпускает Сору из сумки, и Роглов с удивлением видит прозрачную слизь. Роглов благодарит Сору за его тяжелую работу, и Сора отвечает и радуется. Затем Роглов спрашивает, не хочет ли Айви остаться в Отове. Она знает, что направляется в столицу королевства, но если у нее не будет на то причин, то все будут рады ее видеть. Для нее даже подготовят дом. Айви вспоминает, как гадалка Люба сказала ей, что если она найдет место, где ей захочется жить по пути в столицу королевства, то ей не нужно будет заставлять себя продолжать путь. Но ей нужно будет найти людей, которым она сможет доверять, и рассказать им все. Крепко обняв Сору, она признается, что у нее нет звезд, и все удивляются, услышав, что она укротительница монстров с нулевыми звездами. Она рассказывает им историю о том, как в 5 лет ее проверяли на способности в церкви и сказали, что боги ее отвергли, и она потеряла все. Ее родители и все вокруг стали ее врагами. Все, кроме гадалки Любы. Когда ей исполнилось 8, в деревне объявили, что беззвездная принесет несчастье, поэтому ее чуть не убили, и она сбежала из деревни. Тогда она была так расстроена и подавлена, что просто хотела жить, поэтому убежала. Она так боялась, потому что не знала, сколько ей придется бежать и куда. И она бежала все это время. Все опечалены рассказом Айви, Латуа хвалит ее за то, что она так долго продержалась. Он плачет, понимая, как тяжело ей, наверное, было все это время. Сизук впечатлен тем, что она не потеряла надежду в таких обстоятельствах. Все говорят ей, что они всегда будут рядом, и она плачет, когда они напоминают ей, что ей больше никогда не придется беспокоиться о звездах. Они даже будут держать это в секрете, если она сама не захочет, чтобы люди знали. Услышав это, она улыбается, зная, что может спокойно отправиться в путешествие. Латра шокирована, узнав, что она не собирается здесь оставаться, но Айви объясняет, что до этого момента она убегала, думая, что если люди узнают, что она беззвездная, ее убьют. Но потом она встретила капитана Окта и вице-капитана Веверу, которые помогли ей, несмотря на то, что знали о ее положении. И эти ребята тоже помогли ей, когда на нее напали, и даже поддержали ее безумный план. Лупа сказала ей больше узнавать о мире, и благодаря этим ребятам она стала смотреть на мир по-другому и изменилась к лучшему. Она больше не будет убегать, потому что ей нравится быть беззвездной. Она продолжит путешествовать и найдет, чем заняться. Вся банда радуется за нее, но теперь им будет тяжело с ней прощаться. И похоже, Рик Белл действительно будет скучать по Соре. Они празднуют отъезд Айви, и она думает, что это и есть счастье. Провожая ее, они дарят ей новые волшебные сумки, которые могут вместить больше вещей и весят намного меньше. Бергсби рассказывает, что он изучал дезинтеграцию слизней, и говорит Айви, что они настолько слабы, что только она могла приручить одного. Даже 11-звездочный укротитель слишком силен для слизней, таких как Сора. Если бы она его не приручила, он бы просто исчез. Айви понимает, что Сора родился только для того, чтобы встретиться с ней. На прощание банда говорит Айви, что она может считать их дом своим и приходить в любое время. Вдруг из кустов выскакивает Сиэль, и все удивляются. Шеф-повар замечает, что Айви приручила Дандолу, и говорит, что она сильнее любого укротителя со звездами, которых он когда-либо видел. После этого они втроем отправляются в путь. Автор. Природа прекрасна, когда в лесу рождаются слизни. Маленький слизняк вылезает из-под листа и смотрит, как другие слизни идут по тропинке. Он хочет присоединиться к ним, но видит, как других слизней легко убивают другие существа, и они растворяются в воздухе. Он пытается убежать от своего жалкого существования. В конце концов, ветер уносит его, и ему грустно, что он остался один, пока его не нашел укротитель монстров без звезд. Какое чудесное завершение!